어쩌? Inte mamma tog подругаларың көрсеге барып бітті. Отыр Галия. Терап күнге барып бітті. На день рождения подруги. Ё-моё. Путёнко. Путёнко. Так. Так. А, тут спецмузыки нет. А, двойной прыжок. А, окей. Странно, я не сохранялся. Двойная угроза. Black Hole. Так, потопали. Ага. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120
Блин, прикольно. Маски. О, привет, краска. Здравствуй. Здравствуй, здравствуй. Рад видеть. Здоровье не качаешь, смотрю. Ну да. Я вкачиваю только жестко урон. Но сейчас уже смысла нету, потому что я до упора прокачал урон в плане ловкости, поэтому только сейчас у меня началась прокачка на здоровье. Ну, в подобных играх, я считаю, прокачка здоровья должна стоять на последнем месте. Не особо приоритетная тема. Урон превыше всего. Ах ты. Блин, по идее вчера хотел постримить. Но не получилось. Сидел с другом. Друг приходил. С короной на карантин ушел. Жесть. Ну главное, чтоб потом выздоровел. Завтра пойду тренироваться. Я купил абонемент на тренажерку. Сделал это вчера. Ну, в общем, вчера как день прошел. Вчера у меня был день рождения, и жена приготовила кучу всякой вкусной еды, в особенности торт. И вот еще. Вот сын подарил такой вот рисунок с тортом. Ну и ходил там в одно место, типа на собеседование или что-то в этом роде. И там я, в общем, понял, что это, не особое собеседование. Да я сам как-то вот вообще без предупреждения просто пришел. Думал там то, что они просто объявили о том, что людей набирают. Я думал, на месте как-то, сразу же собеседование какое-то и пройдет. Ну, в общем, суть какая. Тихо. Это работа в сфере IT. Они обучают программированию, типа набирают таким образом сотрудников с обучением. Но на деле это оказывается вообще то, что здание само, оно представляет из себя именно школу программирования. Они обучают каким-то базам языка, тех или иных языков программирования, типа C-Sharp, C, там потом Java, Python, наверное, не знаю, чтобы сделать из них своих сотрудников. Школа это финансируется этим Сбербанком. В общем, они, видимо, решили, что выгоднее и надежнее воспитать своих сотрудников, что-то в этом роде, чем брать специалистов извне, каких-то опытных. Спасибо, краска, спасибо. 32 года исполнилось.
32. Колер маню, почему? Так. Не понял. Вот тут как будто бы проход есть, судя по карте. Как... Вот. Но его там нет. Странно. Непонятно. Так, двойной прыжок есть. Вся херня есть. Куда идти? Чё вообще? Непонятно. Оп. А еще, кстати, вот родственники деньги подарили. Ну, прикол какой, короче, придумали в прошлом году. Получается, ну, родственников как бы много. И все каждому на день рождения решили скидываться типа деньгами. Ну, потому что как-то, ну, все друг от друга в плане расстояния находимся далеко. Там, например, сестра в Таиланде, родители в деревне и так далее. И поэтому все решили, что, ну, надо бы скидываться. Не, ну я в этом решении никакого вообще участия не принимал, но вообще идея хорошая. Вот. И теперь... На каждое меню скидываемся по косарю. Ну, просто так, если задуматься, то я давненько... Ну, то есть, пытаюсь вспомнить, вот сколько мне лет было, когда я последний раз получал на день рождения именно какой-то вот такой вот подарок. Вот именно подарок в том плане, что... Ну, какой-то предмет. Прям вспомнить даже трудно. О, сейчас подойду. Нет, 3080 предкласс. Это на Новый год было. Сейчас подойду.
Привет, Глосс. Спасибо. Спасибо. Ну, надо было вчера завести стрим, но не смог завести. Потому как друг приходил. А мы пили убер-класс, поэтому как-то не хотелось стрим заводить. Ну, кстати, вот если вот говорить о том, ну, короче, я задумался о том, что у меня все не очень хорошо со здоровьем. Я хз. Ожирение, вся хуйня и там прочее. Потом еще хуже будет становиться. У меня тут еще какая-то хрень вылезла на веки, непонятно. Надеюсь, пройдет в ближайшее время. Если же не пройдет, то придется пойти в больницу показываться. Хрень какая-то. Маленький такой бугорок. Ну и в общем я записался на тренажерку в Триумфе. На 3 месяца купил. Там многодетным скидка 50% оказывается. Довольно-таки мощный такой скидон. 50%. Да. Не, ожирение не то чтобы само по себе трабл. Оно... Вот минус в том, что иммунная система пиздец хуевая делает. Потом еще болячек больше будет становиться. В Триумфе же кроссфитеры подходят. Ага. Вот. Тогда мне реально крупно повезло. Вот там буду ходить. Жестко. Я там ни разу, кстати, не ходил в плане позаниматься там прочее. Разве что там был по работе только. И все. Интересно будет. Как оно там вообще? Еще норм зал X-Fit. На год, если брать. Ну, я на 3 месяца взял. Пока, ну, непонятно. Ну, там больше, ну, не было. Самое максимальное это было только 3 месяца. Город Митрингаль. Кто тебя обидел? Нихера себе. Где это я? Ля. Симбиотический ужас. А, фак. Не ядри тут.
Живучие товарищи живут. Странное местечко, конечно. Я вот вообще, кстати, не знал, как проводить стрим в честь дня рождения. Поэтому тоже как-то жестко ватился заводить стрим. Типа, хз, чё вообще? Буду стримить, наверное, как обычно, игры. Что еще делать? Хотя можно было и творчески завести. Но каких-то особых идей пока нет на творческий. Хотя разве что можно было бы новогодние смайлики поделать. Почему бы нет? Да, вчера был, но стрим в честь этого. Стрим все равно в честь этого. Блин. Зрители Мономаса. Тебя взяли в Сбер? Не-не-не, там еще далеко до... О таких вещах говорит. Сначала там обучение надо пройти. Обучение проходишь, а потом из лучших, ну, из числа лучших этих учеников они берут себе на работу. Но именно суть в том, чтобы бесплатно научиться. Там бесплатное обучение. А там были гигачаты. Ну, нет, очень много молодых ребят. Но они внутрь не пускают. Просто, как бы, ко мне вышел главный инженер. Такой мужик лет 45. Рассказал, в общем, так, что да как и тому прочее. Пояснил, что здесь у нас обучение, там, туда-сюда. Конкретно мы набираем себе сотрудников из числа учащихся, которые потом, ну, могут пойти там в разные ответвления там сферы там информационной безопасности или еще что-то там и так далее, так далее, так далее. Ну, я так подумал, блин, ну вообще чисто хотя бы ради того, чтобы получить вот эти вот знания на халяву, стоит попробовать пойти поучиться. Что-то мне, ну, складывается немного ощущение такое, как будто бы в скором времени я не смогу, наверное, стримить, или на это у меня времени вообще типа не будет, пиздец, потому что после работы я буду ходить на это обучение. Она начинается с 5 февраля. Потом еще после обучения надо будет сходить в тренажерный зал, если... Ну, надо будет заставлять себя ходить, но... А то деньги на ветер получится. Хоть я и там и со скидкой, блин, прям очень хороший это, ну, абонемент купил, но тем не менее, деньги все равно как-то жалко. Будет, если просто так
проебусь. Но! Блин, батл тот чисто. А, фак. А, нифига себе там. Такая штука была. Я думал, это червячки какие-то из него, типа. Привет, Михаил. Здравствуй. Прикольно. Блин. Да елки. Чуть не помер, Космар. Какие у меня шансы на визу в США? Я так хочу с другом повидаться. Я вообще без понятия, какие у тебя шансы. Никогда не задавался вопросом насчет визы в США. Вообще никогда. Ну, в том плане, что, ну... Я прозвучу, скорее всего, как какой-то, типа, там, скуф-патриот, но, тем не менее, мне вообще не интересно США. Ну, типа, реально у нас здесь вот вполне себе окей. В США вообще небезопасно жить, мне кажется. Так, вчера прошел Dark Souls 2, а сегодня буду играть Dark Souls Remastered. Ну. Так ты стримить начал, нет, кстати? Меня туда лучше не впускать, я знаю адвокатов, которые помогут мне. Ну, адвокат-то не защитят от пули какого-нибудь грабителя. В этом беда. Адвокат — это не бронежилет. Просто чисто какая-то хрень случится. Потом еще, не знаю, также будут шеймить за то, что ты просто являешься, ну, русскоязычным, русским и так далее. Там же вообще паршиво. Не знаю. Стесняешься блогерства? Да, в этом нет ничего такого, я считаю. Ну, это просто, типа, знаешь, это все равно, что ты просто так играешь, как обычно играешь, да? Но просто в компании других людей. И все. Типа, ну, в этом прикол.
Я просто по-другому уже не играю сам. У меня там два друга, и у них только положительные эмоции за больше года в жизни. Ну, интересно. А какие у них доходы, чтобы вот, ну, им комфортно себя чувствовать? В каких районах они живут и так далее? Ну там камера плюс негативные комментарии. Не, я просто, типа, нету, как бы, не стараюсь увидеть тебя, ну, стримить. Ну, просто, типа, это норм тема, хочу сказать. А вот эти вот негативные комментарии там прочее, ну, не знаю. Какие негативные комментарии могут написать человеку, который, ну, первое время по-любому будет стримить без камеры. Мне максимум из негативного пишут, что, ну, я хуй знает. Ну, что-нибудь на тему моей нации, в плане, типа, насчет того, что я просто азиат и что-то в этом роде. Я хз. Максимум. Ну и просто надо банить таких долбоебов, чтобы они просто потом не заходили. Один в Нью-Йорке живет, а он уже устроился на работу и учится в школе. В СНГ школа Мерга, огромная разница. У них плохой доход, отец еблан, и он один хоть что-то делает в семье, брат с отцом просто идет и ищет себе подработку всякую. А он работает в IT-компании, уже учась в школе. А, нифига. Круто. Интересно. И самое главное, хороший контент. У меня этого нет. Да. Я раньше пытался и заморачивался на этом плане. Именно в того, что надо прям какой-то типа вразумительный нормальный контент делать. И скорее я бы сказал, что стоило бы продолжать продавливать эту тему в плане там, ну, делать какие-то осознанные ролики и прочее. Возможно, к чему-то и пришел бы. Но я иду просто максимально пассивном пути. Просто стримлю. Это, блин, вообще самый ленивый и такой чиловый способ создания какого-либо контента. У тебя есть кнопка? Да, конечно. Кнопка на клавиатуре максимум. Кнопка YouTube Юрилианта. С этой стороны не откроется. Понял. Блин, я не помню там какие были эти требования, но у YouTube эти требования, по-моему, со временем меняются в плане
получения той или иной кнопки. Я вот уже не помню. На миллионнике, по-моему, золотой должен отдавать. Мне не прислали кнопку, а теперь уже канал в бане. А у тебя сколько было? Было 990к ПДП. А что за контент там был? Почему забанен? Не, вообще серебряная кнопка же должна быть. Серебряная кнопка, по-моему, присылают же при 500к или 300к там было, не помню. А, в РФ не присылают. Блин, печально. 100к. Смотри, нормально. 100к еще. А чё, вот разве нельзя было как-то, ну там, сменить регионы и вся херня? Забанили за насилие, момент из фильмов не понравился. Но сейчас-то все вот эти вот контент-мейкеры это замазывают какие-то жесткие моменты из фильмов, какое-либо насилие. Да, все это замазывать надо прям. Блюрить. Вот YouTube в этом плане сильно ужесточается. Блин. Плохо, дело плохо. Где посмотр? Да, он это манера японная. Каманя. Так, сейчас. Бабку бьем. Жизнь побежал. Да еп. Котейка. Игра Blasphemous напоминает. Привет, Твист. Твист. То есть я, может быть, уже 2 миллиона подписчиков, а те кнопку пришлют только первую. Нет, ты всегда говоришь по-русски или можешь по-якутски говорить? А то могу и по-якутски говорить, да? Сахалысом говоря, концепт. Просто русский всем понятен. А на якутском там, ну,
Не особо вижу разницы. Точнее, не особо вижу смысла. Потому что, ну, людей будет смущать. Они не будут ничего понимать, о чем я говорю. На японском слабом. Блин, если бы я знал японский, было бы прикольно. А вообще, ну, чисто ради какого-то разнообразия можно было попробовать такую тему. Типа, один целый стрим я буду говорить на якутском. Один целый стрим, прямо загоняя в себя рамки, буду говорить на английском и так далее. Был бы любопытный экспириенс, мне кажется. Был бы интересно. Как идея неплохая. И будет 0 зрителей. Это да, это обязательно, это 100%. Тут гадалки не ходи, так и будет. Но чисто ради того, чтобы сохранить подобное видео в плане, ну, что оно, ну, такой стрим проводился вообще. Ну, типа ради этого стоит, я думаю. Сенсей Регато, это бейс. Маджима Everywhere, браво. Ты даже цвет поменял, ничего себе, привет, Фришмит. Да. Ты теперь горчичный, с днем варенья, спасибо, спасибо. 32 года, 32 года. Ну, день рождения происходило вчера, но в честь этого стрима решил провести сегодня. Свежее мясо. Фрешмит. Будет ли еще? Кто ты? Что ты ищешь? Все потеряно, разве не видишь? Осквернено, мертво. К этому привыкаешь. Это леопардовый. Банкерзен кончидор. Да. Как Буншин Ниджитсу? Что там еще было? Так, посмотри на меня, ты мелкий ночной человечишка. Говорят, все закончится, что мы снова... И что мы снова заживем, но... Мы будем жить снова. Джуна спасет нас. Джунас. Ху? Блин. Старым братцам душевным для остались лишь насилие и смерть. Жесть, ты какой-то мудак. Ну все, погнали. Let's go! Дай, дурак, ой, дурак. Меня поглотил Никрукс. Никрукс. И чё? Где? Понял. Я даже в какой-то момент забыл, где это было. Хорошо, что рядом. Так.
Да, все на месте. Мадафака, 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 мадафака. Ну ладно, 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 ладно. Сейчас я постараюсь с тобой посерьезнее драться. Ауч. Блин, вот это было дерьмово. Ладно. Он легкий. Сейчас, подождите. Мне как будто бы слишком много предметов. Так, вот это. Вот это. Так. Давайте электричество. И все. Да, пожалуй, все. Нормально, пойдемте. Дадим ему, так сказать, сейчас то, что он заслуживает. Туза, да. Можно и в туза. Ах ты, мадафака. Все. Пора прощаться. Прощай. Ха. Легчайший. Засушенная печень хладного. Найс. Так. Давайте сгоняем обратно на базу. У нас очень много душ. Надо их как-то потратить. А, погодите, хотя... Что там? Может быть, наград какая-то есть? Что туда-сюда ходить обратно? Ну, по нескольку раз. Давайте сразу зачекнем. А. Тут продолжение локации. Блин, мне бы чертежи какие-то редкие. Вообще было офигенно. Кусок голубого гомофоба. Понимаю. Дальше босс, да, еще. О, привет, Маша, здорово. Здравствуй.
прошедшим. Спасибо. Спасибо. Вчера с другом сидел, поэтому решил не стримить. Не хотел друга смущать, заведя стрим. Хоть, с другой стороны, вообще, если бы я завел с ним стрим, было бы интересно, мне кажется. Потому что он, блин, много чего знает, например, по вселенной Вархаммера и там прочее. Он жестко шарит за всю эту тему. Мы вчера много о чем болтали. Про Вархаммер 40 тысяч он немного пояснял. Говорили про нейросети, много чего. До хера всяких вещей знает об этом. Привет, Клинапгай. Спасибо, спасибо. Спасибо. Тут твой друг Генри Кайл? Почти, почти. Практически Генри Кайл, я бы сказал. В Вархаммере придумали масоны. Ну, на самом деле, если так задуматься, вообще вот про вселенную Вархаммера, это прям очень такая интересная вселенная. Очень продуманная, хорошо, местами. Аж как-то, ну, диву даешься, как такого, ну, как это все придумали. Там, видимо, очень много народу вот сидят вот в этой теме именно Вархаммера. Ну, именно главные, которые вот принимают решение за каноничность того или иного лора. Охереть. Так. Ладно. Посмотрим, посмотрим. Так. Давайте замочим бабушку. Как бы это ни звучало. Ну, слушай, довольно крутое оружие, черт побери. Надо еще силу вкачать сейчас. Поднять силу до 16 хотя бы. И тогда это оружие никого не оставит равнодушным. Да ты жива, что ли? Будь внимателен, ты недостоин того, чтобы быть в этом святом месте. Обыкновенный Некторн, рожденный служить закону владыки Ладоку. И ты будешь служить во имя Юнос. Не стоит сопротивляться. Не-не-не-не. У тебя шансов 0. Прекратите ваше никчемное сопротивление и просто умрите. Блин, сетапы всякие разные стоят. Я хотел кинуть ее обратно. Блин, может я тупо зафейсролить вообще насрать. Ладно. Пора умирать.
Гнилая баба. Скверно изгнанная. Владыка Ладок, я вас подвел. Я слушал один подкаст раньше, он мне нравился, но перестал, так как они стали постоянно говорить про Ваху. Ухаевы могут часами говорить о Вахе. Это да. Ты не имеешь права. Окей. Ух ты, приход у нас. Эларис. What the fuck? Нихера себе. Место такое мрачное. Как будто Евангелион какой-то. Да псина, умри. Давай поднимайся. Так, сейчас. Не понял. Бля, я просто... Как это работает? Я хожу... Блин, ёпта. Я просто по луже хожу, и тут зарабатываю сразу кошмар. Ну как по луже? По озеру из крови. Зарабатываю кошмар и кровотечение. Ладно, кошмар-то я еще пойму, но почему кровотечение? Блин, мощное оружие, очень хорошее. Это коса вообще что-то с чем-то еще. Записка священника. Только на вершине этого святого места плотские и божественное начало могут соединиться воедино. Хаос прошлого эхом отдается в этих стенах. Несмотря на это место нужно изучить. Сеполкри, наша путеводная звезда, на обнаружившего подобное место должна снизойтись благодать как телесная, так и духовная. Может, все-таки озеро говна? Мне как же страшно, по идее, ходить по такому озеру, если задуматься. Столько инфекций и там прочее. Заработать вообще изи. Просто нереальная мерзость. Так, мне бы алтарь. Блин, был бы алтарь, я бы вообще обрадовался. Нихера себе, у тебя ствол, что ли? Злобный священник. Бля, ты можешь... Так, тихо. Да как ты так можешь? О, боже мой. Мерзотное болото играет точно не от Бабадзе.
Было бы забавно, если бы Бабадзаки реально запатентовал бы уровни с говном. Типа в плане уровней, в котором вот, типа, очень много какой-то воды, жидкости, которая, типа, наносит какой-то урон. Негативный эффект налаживает. Это было бы забавно. Прям реально был бы патент. Он бы получал какой-то, ну, процент от дохода игры. И обязательно должны были бы люди, там, например, указать его в титрах, типа. Было бы смешно. Грозная реликвия технологического века. Пушка обладает разрушительной мощью, но обслуживать ее сложно. Боеприпасы очень дорогие, теперь ей могут пользоваться только самые могущественные члены эфирного ордена. Да и то ради науки, в качестве экстренной меры на случай, если эксперимент выйдет из-под контроля. Ну, не знаю, оружие. По типу пушки. Очень сомнительная штука. Котенкала. Бармутик такой. Такой. Ага. А только ли котенок? Кстати, мама мне. А, мать твою. О. Спасибо за 40 рублей, Твист. Продолжая сразу своим контактом, кстати, поиграл на More Room in Hell. Сделал по нему видос или стрим. Эта игра моя видец. No More Room in Hell. Хорошо. Продолжай нас радовать своим контентом. Кстати, ты играл на море Ромео. Сделай по нему видос или стрим квиз. Это моя игра детства. Хорошо, спасибо. Озвучка доната, конечно, угарная. Бля, я не умру в туалете. Вот насколько будет оскорбительно назвать этот туалет женским? Я даже не знаю. Или это будет смешно. Я просто в юморе не секу. Так. Блин. Ладно. О. Так. А, чертеж. Папа, Блин, ну, о, кстати, лечебная кобура, это хорошо. Так, некогда великая крепость, теперь лишь убежище. Тьма, котена. Ага. Басматка. Короче, насрать. Так, лечебная кобура. Блин. Интересно, тогда сколько смогу носить? 15? Скорее всего, 15. Так, а тут что у нас? Оу, алтарь. Блин, не допрыгнуть. Так, хорошо. Давайте. Надо поднять силу. О, как раз до 16.
То, что нужно. Итак, смотрим. Сколько теперь урона? 283, 124. Ага. Ну, мощно, мощно. Полярный клинок Элигарда. Кстати, вот это тоже надо бы, наверное. Может, разом еще подниму до 16. Чисто, просто, чтоб было. Не знаю. Сила и разум. Сила 20. Окей. Так, давайте-ка проведаем бабушку. Так, всего 7 сушеных младенцев надо отдать ей. Сушеные младенцы. Маленькие, маленькие. Такие вечеринки. Сушеные малышки. Ну. Интересно. Блин, класс. Нихера ты здоровый. Да, кстати, попробуем сделать как-нибудь видос по No More Room in Hell. Кстати, вот я не знаю, вот я в него играл или нет. Нюанс такой. Просто я, скорее всего, путаю No More Room... No Room in Hell. No More Room in Hell. С этой другой игрой. Как она называлась? Что-то типа Зомби Паник. Что-то типа того. Вот, потому что они были, по-моему, супер похожи, насколько я помню. А что это означает? Так, надо бы попасть в нее. Тугой? Посмотри. Так, шорткат открыл. Ага, все понял.
Так, это туда зайти. Давай зайдем. Оу. Найс. Стильная игра все-таки, да? Ага. Так, убил какого-то священника. Священник number 2. Блин, капец мощный, коса нас сбивает даже с ног. А, фак. Угу. Остался еще один. Но. Привет, Артур. Когда же ты научишься? Ты плохо учишься? Спасибо. Я еще не сделал с тобой туалет. Не надо. Не надо. Что тут? О, понял. Так. Ага. О, найс. Так, что-то... Ой. Пс. Магнитная бомба. Так. Ну что, спускаемся. Интересно, подняться наверх или спуститься вниз? Где? А, я тут... Понял, все. Без вопросов. Так. Теперь. Наверное, стоит прокачать. Посмотрим, что стоит прокачать.
Сила. Ну, хорошо, что на ловкость скейлится, хорошо. Папа. Быстрая ракета, да? Да. Ну, вот такая. Так. Ну, кстати, может, инстинкт прокачаем. Инстинкт. Так, вот это вот разум. Ага. Ну, инстинкт или разум, короче, прокачиваем. Электричество будет мощнее. Точнее, ну, магия будет урон наносить сильнее. Ну, вообще... В этом смысл некий есть. Причем прирост такой существенный. Давай до 18. И силу вот так вот. Чекайте уехал. Прицелс. Уруй. Так, что-то я немного потерял. Вот. Чекайте. Да. Дикий. Воу, полегче. Нихера себе косарь урона. Эй, блин, хорош. Чуть не убил. Говнюк. Это куда ты? Может, чуть погодя пойдем смотреть видосы, ну или играть в другую игру, посмотрим. Сегодня максимально постараюсь пройти. Так. Нихера. Так, я этого тебе не прощу. Так. Ага. Так.
Везде побывал. Окей, пойдем дальше. О, чекпоинт, это снова ты. Так, моя попытка вступить в схватку со злодеем Ладок провалилась, только так я могла попытаться изменить случившееся. Все, что мы с тобой сделали, обрекло этот мир на еще больше страдания. И ноша эта теперь будет вечно тяжким грузом висеть у нас на плечах. Чтобы уничтожить Ладока, нам нужно найти решение, и, боюсь, без боли не обойдется. Как скажешь. Я вообще не понимаю, кто она, что она. Лорд Патрик Ладок. А, это Ладок, ничего себе. Удачи твоей пришел конец, Никтор. С моей силой невозможно спорить, она слишком велика для понимания. Моя власть дала мне с самими сепелкри. Все падут ниц передо мной и почитать меня. Да, короче. Да блин. У него стопудово есть еще одна фаза. Это прям, блин, Рейден какой-то еще. Лисит. Да блин. Дай похилиться, чел. Блин, зачем я молнию взял? Зарядил оружие тем, что он так не бьет. Хотя, в принципе, эффективно. Похилился, успел, найс. Узри же, Никторн, твое время пришло. Не подчинят. Не подчиниться. Чё? Подчиниться все и падут перед ниц. Чё? Истинный бог последний. Да, короче. О, нихера. Он просто стал здоровым ублюдком. О, вот этот урон был весьма веселый. Да, не стану врать, урон у него веселый. Довольно любопытный. Мощно насрал. А, говно. Легчайший. А, блин. Багровая смерть? Что? Просто инста-смерть? Ага, понял. Независимо от моей жизни, эта молния меня убивает ваншотом. Понял. Хорошо.
Он буквально сказал, что как лидером командует. Окей. Бля. Бля. А. Да, блядь, не то пью. А. Да ядрить. А. Да что я делаю? Блин, багровая смерть это. Там все-таки как-то она отводится. Набирается негативный эффект этот. Так, ну давайте. Давайте попробуем огнем его. Так, это уже третья попытка пошла. Или четвертая. Не уверен. Блин. Патрик. Да ну нахер. Елки-палки. Чё за хрень? Чё так много? Жизнь-то, конечно, не могу. Ну где перекат, ёшкин кот, я же нажимал. Так. 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 О! Давай, давай, давай. Бля.
А, Ай-яй-яй-яй. а? Я ей-то. Вот тя. Ну, началось опять. А, ничего себе. Даже так? Ну это прям финальный босс, что ли? Как будто бы, да. Как будто бы он прям такой весь супер эпичный. На. Сейчас. Бля. А, ёшки. Окей, давай, давай. Легчайший. Ложный бог свергнул. Вечно проклятый Никтор, нечистый, недостойный. Судьба возьмет свое, ты проклят тем, чего тебе никогда не достичь. А, у меня же еще трансформация была, я совсем забыл об этом. У меня вышло... У меня не вышло заткнуть тебя, но другие слышали. Скоро тебе придет конец. У него друзья есть, прикиньте. С первой попытки. Хорошо. А, что-то случилось реально с этим. Что-то происходит. Он далеко не последний, видать. Но было очень похоже на то, что он прям ластецкий. Обещание нарушено. Так, окей. Эта девушка ушла. Так, ну что, тогда спускаемся вниз просто.
А чё так мало урона по этому чуваку? Не понял. Нормально. Так. Потихоньку двигаемся назад. Целительная инъекция. О, здоровичок. Так. Ну, другое дело. Блин, офигеть, у меня душ много. Хорошо. Так, что тут у нас? Вот тут как будто бы что-то есть, но хрен пойми, как туда добраться. Ну-ка, может тут что-то есть? Нет, там как будто бы в это помещение. Ёб твою мать. Рокс, Глеб, спасибо за 300 рублей. Я думаю, что ты меня не помнишь. Я впервые залетел к тебе, говорю, с стрима, когда ты снился, брат. И все мечты твои исполнятся, здоровья семье и всего наилучшего. Я думаю, что ты меня не Спасибо большое. Я впервые залетел к тебе еще со стрима Кучерявки. Снюхай, брат. Спасибо. Пусть все мечты исполнятся. Здоровья, семье, всего наилучшего. Большое спасибо. Большое спасибо. От души. Очень приятно. Да, было дело, край эфира играли. Блин, когда это было? Это очень давно. Это типа давно на уровне, вообще супер давно. Привет, Барахов, Данил, здорово. Привет. Рад видеть. А? Почему нельзя? What the fuck? Какая-то мутная хрень начинается. Блять. Провод от наушника задел, то ли что. Спасибо, Данил. Да, теперь мне 32 года. Ну и как-то в честь такой даты, имеется в виду такого возраста, я прям что-то решил что-то хорош деградировать в плане физическом. Надо бы взять себя в свои руки. Ну и, соответственно, потом еще это как-то хорошо скажется на уме моем. Будет более острым. Купил себе абонемент. Дискорд канала живет. Не, Дискорд канал живет, но там не знаю. Да он нормальный же, господи, что там такого. Вот тут у нас что есть? Вот. У нас телеграм-канал есть. Хороший. Более-менее прикольный. Туда бы заходили. Там тоже можно общаться. Я помню, там чат был отдельно насчет твоих успехов в этом плане. А, ты об этом. Да, он есть. Ну-ка.
Теперь этот вот канал про мой прогресс в плане похудания и там прочего вообще превратился в какой-то мем-канал. Практически. Он каким-то мемным стал. Так, вот, ставлю. Чё там? Да ёпта. Так, что там по похуданию? Блять. Вот примерно вот так и выглядит мой канал по похуданию. Господи. Суки. Son of a bitches. Я вот часто беру себя на руки, особенно при просмотре порно. Да, literally me. Только literally me. Ну и в принципе, как бы да. Короче, конкретно отказываюсь от Убер-кваса. Спорт и все в таком духе. Возможно, в скором времени появятся стримы. Ну, со спортзала вряд ли. Я имею в виду стримы, в котором мы будем сидеть и заниматься обучением по платформе скиллбокса. Потому что, ну, надо бы наверстать. Я не занимаюсь спортом, но вешу 67 при росте 186. Ну, это у тебя хороший метаболизм, да, тебе повезло прям с этим. Это прям... Хорошие перки выпали при рождении, так сказать. Генетическая лотерея выиграна. Ну, типа того. Так, ну-ка пойдем сюда. Вот эти двери вряд ли откроются, да? Ясно. Я в этом плане дрищ. Дикий. Дрищ. Блин, ну 67 при 186. Это, конечно, жестко. Ну, хотя говорят, что вообще то, что набрать массу, типа, ну, очень сложно дрыщам. Я помню как-то меня вот чел спрашивал на работе. Он хотел массу набрать, и, блядь, единственное, что, ну, ему пришло в голову, типа, как хорошая идея, это, типа, подойти к самому жирному и спросить, как ты это делаешь. И он у меня спросил, в принципе. Ну, я хуй знаю. Я ему прям без иронии ответил, ну, блядь, не знаю, кушай жирную еду, там, блядь, что-нибудь. Хуярик майонез, там, в ебанутых объемах. Но он говорит, типа, блин, да, я так и делаю, но вообще ничего не помогает, говорит. Ну, я тогда хз, говорит. Сука. Так. Так. Ну хотя бы так. И что у нас творится в особняке? Суки, погасили мой алтарь. У меня тоже телосложение эктоморфное. Не понял, а почему все ставили фонари и ушли?
Я победил это пятиразовым питанием. Пятиразовым. То есть смог набрать массу. Или наоборот похудел. Типа разогнал. Метаболизм. Набрал. Понял. Блин, что случилось? Куда все подевались? Я для себя открыл потребление меньшего количества калорий ради эксперимента. Все равно я не худею, не жирею. Да куда тебе дальше худеть-то? Только ты что, с ума сошел нахуй? Тебе типа 67, это недобор веса. По факту. Это недобор. Тебе надо набирать, блядь. Не, ну дальше-то некуда худеть, это бред полный. А сейчас все знакомые говорят, что ебать, ты раскабанел. 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 Слово такое. Чудо зала Элигарта. Не понял, где я? Я просто исследование читал, которые делали на крысах при понижении калорий всего там на процентов 10. У них увеличилась продолжительность жизни. Нифига. Токарев крыска. О, Аннабелла, Катарина, что привела вас сюда? На тебя снизошла храбрость, должна быть, гордость наполняет твое сердце. Ля какие, да? Очень открытый у них вырез, конечно. Мне этого не нужно. Главный герой прям джедай. Подойди же, ты бился с тьмой, слил сердце многих, теперь ты один из нас в этой священном зале. ЛК Магма, спасибо. Спасибо большое. Добро пожаловать на стрим. Добро пожаловать. Спасибо за добрые слова. Большое спасибо. Ладока больше нет, да, но боюсь присутствия вот все еще сильно. Ты прав. Но несмотря на это, ты сейчас с нами. Ты наконец избавился от этого ничтожного главного ордена. И за свои заслуги ты должен занять почетное место на этом троне, править и указывать путь тем, кто живет в этих ужасных землях. Ты принесешь баланс в жизни многих людей. Слишком долго нас мучили, мы скрывались в тени, медленно разлагаясь. И с каждой секунды надежда наша угасала. Мы видели, что как много ты сделал для нас. Ты сплотил нас, развеял боли и тревоги. Нет никакого более достойного. Займи трон и продолжи выполнять свой благородный долг. Мы с Аннабеллой будем рядом. Опытные советчицы, к которым всегда можно прислушаться. Нахуй трон. Отказываешься? Да как ты смеешь? Мы ослабили Ладока, пригвоздили его к земле, покуда не смогли вырвать сердце. Ты лишь закончил начатое. Тройничок был и отказался. Мы дали ход твоей судьбе. Они еще оскорбились. Очистили путь. Мы помазали тебя на светлое будущее. Сделали тебя единственным способным управлять этими землями. Но ты отрекся от своего предназначения, и да будет так. Долго ты не протянешь. Ты преклонишь перед своим Богом, преклонишься передо мной. Это один человек, оказывается. Ага. Ну, блин-то я так и знал. Ах, нихера себе. У тебя урары. Аудиторы.
Ебдрить ты меткая мразь. Блин. Нихера ты. Так, подождите. Ау. Ты нам противен, еще говоря. Как же они стараются оскорбить меня. Че, все, закончились? А, нет, конечно. Аннабелла и Катерина. Че за рофл? Ай, да блин! Да че за хуйня? Ты че шутишь, что ли? Да блин, в смысле? Да нихера себе аниме. Да нет, не умри. У меня в России кредитный рейтинг почти... Бля. $900. А как может смотреть этот кредитный рейтинг? Что за прикол? Да ёпта. Да ёпта. В сайте? Не знал. Так. Все, с первого раза first try. Отлично. Дитя скверно уничтожено. Так, что дальше? Ты должен тынуть свою судьбу, несмотря на все, через что ты прошел. Я смотрю на твою искореженную оболочку и думаю, чего ты мог бы достичь. И все же я соберу еще больше последователей, мы восстановим все, что было потеряно в тот день. Но твоя судьба уже была предрешена. Почувствуй последний судьбоносный миг, и ты заслужил это. Отдых. А чё на колени встал? Вставай, борись. Моя борьба. В смысле? Что? Я не понял. Почему он встал на колени и умер? Ну, чушь какая-то. О, боже, что за фигня? Я не понял. А нельзя было просто выбор дать или что-то в этом роде? Прошел, да, прошел. Ну, я просто убил Ладока, потом
двух этих. Аннабеллу и Катерину, и все. Игра такая закончилась. Я не знаю даже, я не понял концов. Он просто сфидел как мразь. И все. Мне его понизили, я нечаянно им 2000 когда-то в Тинькофф не отдал, мне порезали 50 баллов. Он растет медленно, падает за любую копейку. Понял. Это что за список людей? Это типа тестеры, что ли? Бэкеры какие-то. Или те, кто поддержали эту игру на Kickstarter, или типа того. Наверное. А есть какие-нибудь русские ребята, нет? Козловский есть какой-то. Сир Крокпот. А почему нет какого-нибудь рофельного ника, типа Симон Свалов или там Дик Хедер или что-то там вроде? Thank you for playing. 77% пройдено. И все, да? Ну, хз. Симон-то не рофельное имя же есть такое. Семен. Да, есть такое имя. Симон. Блин, чисто бабка я осталась. Ну, хз. Короче, все куда-то пропали, все погибли, умерли или что. Возможно, не стоило, типа, делать каких-либо действий в игре. Без понятия. Ну, там выбора-то вообще никакого особо не дается. Вот, например, если бы мне давали бы выбор, типа, поглощать какую-то хрень или нет, то я бы скорее, типа, отказывался бы. Там же он после каждого какого-то ключевого босса подходил к какой-то хрени, брал и, типа, ну, высасывал его сущность или типа того, я хз. Ну ладно, давайте попробуем сесть на трон тогда. Босс максимально легкий, конечно. Благородный выбор. Отдыхайте, сэр, да поможет вам новый трон. Слава Эрику. Слава Эрику. Ты занял свое место в рядах твоего истинного рода, Эрик. Ибо так было написано, твоя новая судьба, единственный верный выбор. Выбранный вами путь вел вас к этому моменту, ваша честь, чтобы служить вашему Богу. Добро пожаловать домой, Эрик. Ладно. Окей, это был Last Fate. Такой вот он. О, нихера себе. Вот да ебаный день. О, привет по Ничего 11. себе. Спасибо за 1000 рублей. Привет с днем рождения. Всех благ и главное здоровье. Спасибо. Спасибо.
Спасибо за 1000 рублей. Так, давайте перейдем вот сюда. Че, как дела, 11? Давно тебя не видел, кстати. Очень давно. It's been a long day. Пиперепел. Так. It's been a long day. Надо бы категорию поменять. Надо бы сделать какой-то видос тогда уж. По Last Fate. Я его прошел уже. Да, я так прыгаю по каналам. Все норм. Спасибо. Это тебе спасибо большое. Блин, 1000 рублей от души. Так. Давайте-ка заценим хоррор один интересный. Он бесплатный, этот хоррор. И распространяется на сайте своем официальном. Игра называется Читин, сделанная на Unity. Так, ну такой игры в списке нету, ну тогда уж... давайте-ка сейчас я напишу Games and Demos. Так, игра называется Читин. Хоррор, по-моему, если не ошибаюсь. Угу. Так. Короче, да. Фу, нахуй. Типа, если у вас проблемы с насекомыми и вы типа немного арахнофоб, то вам стоит в ахуе врубать это. Не смотреть. Так, цель отставить. Ёб твою мать. Так, постойте. Надо бы как-то мне тогда экран захватить нормально. Так. Во. Вот так будет прикольно, да? Давайте-ка я вот это сюда. А игру вот так вот поставлю. Блин. А сколько у меня патронов? Так, короче, ну, типичный хоррор в плане... Я тупо разбился, неизвестно что, где, как. Блин, говно. Твою мать. Понял, все. Тараканчики меня окружают.
Да ёб твою мать. А эти тараканы уйдут или они такие останутся у меня? А, ушли, смотри-ка. А, понял, как это работает. Если тараканы на экране, то это означает, что у меня уроны есть, да? Типа так повреждения отображаются. Понял. Ну, стилистика у игры такая, да. Ёпта. Охереть. Мерзкие тараканы. Так, туда не... нельзя, да? Ладно. Пойдемте в эту дверь. А, фак! Ну, количество патронов бесконечное, ребят. Нормально. Вот только херово то, что я ни хера не вижу почти что. Фонарика как такового нет, по-моему. Блин, и эти яйца еще везде. Так. Блин, вот бы что-то видеть вообще. Ага. Хотел спросить у тебя в КС примерах. Ну, может, пойдем сегодня в КС поиграть, кстати. Но помню, там было сколько... 3000... А, 4000 с чем-то, по-моему, на примере. $4000 с чем-то. Помнишь, я думал вкатиться в КС, я все-таки купил. А, нифига. А там она разве не бесплатная? Ее надо покупать. Потом сделал до 10. Так, короче, откалькулировался 11. Потом сделал до 10. А, нифига. Блин, нормально. Типа 11-10 тысяч, жестко. Бесплатный погер. А, там типа... Понял. Да. Там что-то покупается. Prime, вот, Prime. Да. Понял. Блин, слава богу, что этот Prime, типа, одноразовый, ну, платеж только требует. А не вот это вот, блин, типа там подписочную систему какую-нибудь каловую. Valve, ну, слава богу, не конченые. Прикинь, подписка? В смысле? Да, я однажды все купил, и у меня к Прайму всегда есть доступ. А, блядь, нихуя ты... Сука. Ну да. А, прикинь, ну я понял, ну. Да не, это вообще был. Арканюк активировал О, награду преторканон. за Здравствуй.
Мне кажется, эта популярность вообще убила бы. Вообще убила бы игру. Если бы не задушили бы подпиской такой платной. Игра бы сдохла жестко. Блин, прикольная игра так-то. Стреляешь по насекомым, они стрёмные, вся херня. Хорошо, что патроны бесконечные. Такая чисто по фану игра. Но если бы не так по-ублюдски не упоролись бы в эти фильтры конченые, может быть, было бы еще прикольнее. Или разрешение сделали бы Full HD, чтобы я мог не в окне играть, а так. Блин, этих мух я тут сейчас всех перебью. Блин, тварь говна! Нет, 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 быстро перезаряжай, быстро, быстро. Ёб твою мать. Кошмар. Как много говна. Хилку найти бы. Блин. Ну ладно, тут, короче, по-другому никак. Надо их взрывать и отстреливать. Да ёб твою мать! О, пиздарики. А почему я не могу пройти? Что тут загородило мне? Охеренно. Чё за гамма? Читин называется игра. Читин. Игра сделана на Unity, ну, у нее такой вот визуальный стиль. Хоррор с пистолетом. Сражаешься против насекомых больших. Бред какой-то. Блин, вообще. Как тут жить мне вообще? Как же их много. Нет! Перезаряжайся быстро, 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 быстро. Ёлка. О, шприц. Быстрее похилиться. А то эти тараканы не докомнали.
Хм. Так, тараканов стало поменьше, значит, чутка похилились. Ага, второй уровень прошли, вот, получается, да? Окей. Было неприятно. Так. Мухи были. Здоровые тараканы были. Что дальше? Чем игра удивит на сей раз? Так. Понял. Проверяю. Угу. А? Лоу? Понял. Я просто вернулся обратно. А, да? Оказывается, это ясно. Окей. Хорошо. Так, но а другого пути нету какого-то? Хм. Я, кажется, чего-то не понимаю. А, или что? Я просто должен вот так пройти. В ту сторону. Или может игра не законченная? Не, без понятия. Прокчик, прокчик. Окей. Ха. Они почему-то здесь появились. Мне, видимо, надо несколько раз так сделать, что ли? Чтобы игра как-то продвинулась вперед. Ты посмотри. Окей, ладно. Это было странно, но... Окей. Блин, нихера себе, Скалопендрич. А, бля. Ай, бля. Мухи ёбаные. Нифига себе. Прикольный баг. Теперь у меня есть фонарик. Найс. Все, готов. Фу. Где это, что там? Это муха? Мертвая. Ладно, пойдемте.
А, и прошли, да? Ну окей. Ну, игра бесплатная, поэтому норм. Так, что там? Что еще у меня было? Давайте посмотрим. Прям сегодня очень много игр, походу, будет. Прям проходим одну игру за другой, прям нормально. Щелкаем их, щелкаем. Так. Ай, или просто пойти покаясить. Давайте покаясим. Что-то прям захотелось. Напомнили мне. В принципе, Всем покивет. В общем говоря, смотрите, я оделся. В общем, сегодня не состоялась ни встреча с моим другом. В общем говоря, мне сейчас очень на душе хреново. Ой, блин. В общем, я по поводу этой ситуации скажу позже, не хочу сидеть. У меня и так сейчас ситуация, говорю, и так сейчас настроение мега реально хреновое, да. И еще загонять себя в еще большую депрессию, обсуждая это, пока неохота. Тем более сейчас, в общем говоря, я пойду... Жесть, какая депрессия. Я, собственно, Вообще без посмотрел, понятия. Но у этого парня C922 сейчас прям стрим. как-то большой Говорю про неё, прирост что мне все говорят, подписчиков. что она, в принципе, для начинающего стримера отлично подходит, поэтому, собственно, думаю, да. В общем, и мама за мной не приехала, потому что она сказала, закажи себе такси, как бы, но нафиг такси, в общем. Она просто дала мне денег, а я сейчас пойду тогда на своих двоих. Ну, заодно поснимаю немножечко наш, ну как, красота, немножечко улицу, так сказать, поснимаю, в общем, как-то так, ладно. В общем, давайте я сейчас оделся весь, смотрите, ну как нормально выгляжу. Бабушка все время говорит, что вот так закрываешь, чтобы шеи не это, чтобы я не заболел, как бы, но я не могу. И так как капусту мне надеваюсь, жарко-жарко. В общем, ладно, сейчас, короче, буду уходить на улицу, как-то так. Пошел веб себе На покупать. улице балдежная погода. Не шибко холодно, поэтому можно, в принципе, без даже перчаток. Кстати, я перчатки нашел, собственно. Точнее, не я нашел, мне бабушка нашла перчатки. Собственно, я мог бы надеть, но в перчатках неудобно снимать видео, поэтому, собственно, я не буду одевать их. О, балдеж, прям реально. На улице не холодно. Главное, чтобы скользко не было, потому что я терпеть не могу гололед. У меня тем более обувь не приспособлена для скользкой, скажем так, дорожки. Я
я так давно не выходил на улицу, реально очень давно не выходил. Меня, прикиньте, даже наша вахтерша, которая там внизу сидит, в общежитии, она как бы спросила, типа, о, где ты так долго пропадал, ты уезжал, что ли, куда-то? Я говорю, не, я дома сидел все это время. Там иногда редко там в магазин ходил, но очень редко. В общем, реально балдежная погода. Смотрите, вокруг снег, красота. Шикос. Ой, как хорошо, что все-таки я кофту надел. Не заболею, что самое главное. Ай, Я не понимаю, почему вебки 1080 60 FPS могут стоить 10 рублей. Можно с таким же успехом купить телефон за эту сумму, использовать его как камеру. Вебка — это одно из самых бесполезных вещей для ПК. Да. у меня сейчас реально Ну, для настроение стрима так типа дурное. норм. Ну, вообще, да, можно, на самом деле, если разобраться в вопросе, можно камеру от телефона использовать как вебку. Это очень легко сделать, по идее. Просто загуглить, последовать инструкции и сделать. Я раньше так делал, даже с помощью телефона умудрялся сделать 2 веб-камеры. Опять мой друг меня обманул. Друг обманул. С одной стороны, поднять можно, человек как бы учится. Я чуть не подскочил, сказал, вот о чем я говорю, на улице сколько все равно, что не говори. Погоди, Но самое главное, что не он холодно. обиделся Вот это прям хорошо. на другу, Снимать потому удобно, в что он не принципе. Я пришел говорю, к что человек, в нему принципе, занятой, навстречу, поэтому понять можно, но тем не менее. променял учебу на Ладно, в другу, общем, типа в этом давайте плане. Спустимся до остановки. Я не понял. Собственно, пойдем, наконец-то купим. О, прям реально красота. Смотрите, снег падает. Ну, имеется в виду не с неба, а с деревьев. Hello, team. Горелые листвой. Видимо, кто-то листву где-то сжигает. Или топит, наверное, печку. Красота. Шот, шот, шот. Свежий воздух, реально, прям это мне то, что нужно. Для моего здоровья. Здесь особенно скользко. Ой-ой-ой-ой-ой. О, Блять. у меня обувь очень скользкая, поэтому, собственно, мне неудобно так ходить. Надо обувь пойти покупать. Но мама говорит, как-нибудь Nice work. потом, чуть позже, на днях. Во-первых, она сейчас... Блин, своим не трупом работает, закрыл потому что она учится на бомбу. медика. Поэтому она пока, не может позволить купить мне одежду. Она сказала, чуть позже, да. Вот, главное, чтобы Мама здесь, говорит. кстати, нету. Блин, Не, ну а чё? Человек. чуть не подскользнулся, не упал, блин. Блин, я чувствую себя бабушкой. Казалось бы, я молодой человек, должен... Видимо, там, без прям, отца. знаете, как вот это, лыжнёй, там, здесь вот так прокатываться, скользить, но не... В этом плане... я Ну и скорее потом, как после какая-нибудь учебы, он медленно, пытался работать потихоньку какое-то иду. время, насколько я Вот помню, понимаю. когда я учился в техникуме, Но там в было каждой очень сложное работе место, помню. его Там несколько, 3 или 4 раза каждый раз наябывали упал. то ли с зарплатой, Это то ли потому, что, я очень вот так вот непонятно, медленно шел, короче. вот так вот, прям медленно. И все равно, блин, подскользнулся и Ну, он упал. так пояснял, говорил то, что И, ну, слава богу, ему там головой вовремя не выдавали ударился. зарплаты и тому Всё время прочее. коленями. Блин, а? Да. Ну ладно уж. О, смотрите, здесь забор стоит. Вот, главное, чтобы здесь скользко не было. Вот здесь обычно скользко, вот здесь. Вот это мое невезучее место. Потихонечку. Короче, я сейчас на какой сяду? Я либо сяду на 37-й, либо сяду на 59-й. И то спокойно подойдет. You can say bye, Короче, прерву запись и пока буду ждать микрик. sniper rifle. Наверное, послушаю. У меня с собой беспроводные наушники. Сегодня, если что, будет стрим с вебкой. Я самое главное надеюсь, что я найду сегодня ту самую вебку, которую я, собственно, себе присмотрел. Поэтому, собственно, мне самому будет интересно.
Надо еще ее будет вроде как Вот. настроить. Ребят, вот в тех местах, в которых вы живете, вы когда вот идете по городу, гуляете, что-то в этом роде, я не знаю, вы в последнее время часто замечаете, чтобы кто-то стримил на улице или нет? Я просто вот, ну, мне интересно, как оно сейчас устроено. Пожалуй, я беру запись и включу, когда я уже приеду на место. Как-то так. Итак, собственно, мы прибыли. Где у нас? Да, там ДДС. Я стримил. Ага, Сейчас ну, мы нормально, зайдем, посмотрим. вполне считается. Надо будет спросить продавца, показать ему фото. Я надеюсь, что у них есть, собственно, на складе там логотип. Что за видео? Вот эта вебка. Кайфующий бурят Что бывает называется. так, что на сайте показывается, что у них есть, а на самом деле нет. Такое тоже бывало, что очень странно. Да иди-ка ты нахуй! Блять, у него калаш, серьезно? Я думал, у них эко раунд. Но я вроде недавно на Веском видел, чел с палкой телефон, не знаю, стримил, нет. На Невском. Понял, понял. Так, шапку здесь сниму, а то совсем жарко будет. Фух. Так, ну-ка, он пришел в ДНС. Запах здесь прям такой свежей техники, прикольный. Ну-ка. Он в Бурятии, по-моему, вот если не ошибаюсь, живет. Конкретно в каком городе, не знаю. Но цены бурятские заценить интересно, конечно. Есть ветки. Это что у нас? Это вообще не то. Сейчас посмотрю сам, а если что, если не то... Нахуй идешь? Прикольно я этого бомжа раскатал. А, нет, это видеорегистр. Не веб-камера, а веб-камера у нас где? Это вообще не то, по-моему. Вебки. Это у нас что? Трансмиттер, Bluetooth. Это вообще не то. Ладно, в общем говоря, я сейчас, короче, походу прерву лучше записи, так он отношусь. Соответственно, Logitech, к сожалению, не оказалось, и уже в общем, и мне камеру очень схожую по качеству, то есть, по сути, у нее тоже автофокусировка, 60 FPS при Full HD, поэтому, собственно, вот ее и купил. Она, кстати, еще и дешевле оказалась. Она стоила не 8 тысяч с чем-то. Кстати, Logitech, вот эта C922, 8 она тысяч. стоила 8 тысяч с чем-то, а вот это стоило где-то 4200 получается. Но я вам сейчас, в общем говоря, я прерву запись, собственно, домой приду и покажу. В общем, и сегодня я проведу, мне сказали, кстати, можно провести тест 14 дней, и сохранить коробку. То есть, если сохранят коробку, если мне не понравится веб-камера, я просто верну ее, вот и все. В общем говоря, ну сказали, у меня есть тест 14 дней. Ладно, сейчас я прерву запись и включу уже, когда буду дома. Надо еще в магазин сходить, воды купить и прочее. В общем, как-то так. О, кстати, гляньте, короче, я сейчас ходил, шаурму поел. Давно, кстати, шаурму не ел. В общем, тем, кто живет в Улан-Удэ, очень советую. Улан-Удэ, зайти кстати. сюда, в Дёнер Стар. Очень вкусная шаурма. Дорогая, правда, но она реально стоит того. Очень вкусная, сочная, прям мощная шаурма. В общем, Улан-Удэ... Бля, клатч нахуй. Я совсем забыл-то. Бля. Сказать, где оно находится, на Galaxy, по сути. Это по закону возврата разрешен. Продал несут чушь по гарантии. Скажу, я сейчас нахожусь на Galaxy, Еврозона. Собственно, здесь хорошая шаурма продается. Елка стоит у них. Ну, я пришел. В общем говоря, смотрите.
Тот самый, ребята. Даже литра толком нету, тут всего 90. Да, да. Сколько стоил? 140 Окей, окей. рублей. Но я даже страшно представить, сколько они дорогие. Я, наверное, зря покупать. Уж лучше энергетику, мне и то как бы нельзя. Значит, что самое интересное, разумеется, это Бля, сука, заебал. веб-камера Logitech C922 не было в продаже, ее уже кто-то купил. Я спросил продавца, он сказал, я такой расстроился, спросил, а где еще продается, в каком магазине ДНС? Он сказал, что ближайший магазин, где скорее всего есть подобная версия, она находится на юбилейном. Но мне как-то лень стало, я просто спросил, а у вас есть какой-нибудь аналог, ну что-то очень похожее, да, по качеству, да? И он, очень говоря, покопался и нашел вот данную версию. По сути, она, кстати, намного дешевле. Это стоит 4000. Сколько у нас? 200, по сути, если если не определять. Вообще неизвестная какая-то фирма, непонятно. Она даже лучше, он сказал. Потому что, да, веб-камера, смотрите, у нее Full HD это 30 FPS, а 1280 на 720 это уже 60 FPS. Вот так сказать. Тут же, смотрите, 30 FPS это 2К, то есть 2590 на 1502, а 60 FPS это Full HD. Вот, собственно, по сути, это лучше. Тут так же, как в той версии. Наебал его, видимо, ДНС, нахуй. Консультант. В общем говоря, по сути, это много даже стоил где-то 8 с чем-то, 8 тысяч с чем. То есть, по сути, она лучше. 2К разрешение. Мне не понравится, он сказал. Я хуй знает зачем вообще для стрима 2К разрешения. Собственно, я могу сдать данную вебку, да. Главное не повредить. Если ты не партнер. Чем у меня там ставлю, Для партнера еще окей, да. я, разумеется, постараюсь не повредить. Осторожно постараюсь открыть. В общем, что я сделаю? Я ее открою. И я надеюсь, что все. Мне нафиг не нужен 2К. Мне хватит Full HD. Тем более у меня экран. Не, ну если ты не партнер, если тебе не дают такую выборку в качестве, то смысла не имеет. Как компаньона. Бля, сука! Тиспаун, тиспаун. Не я делаю, я умею, собственно. Ну, то есть я мог бы, да, но мне лень. Мне лень и там разбираться. Опа. А, да? Окей. Профессионал, тем более Рома Голубев ничего не рекламирует. Кому нужна вот такие же превьюшки, собственно, обращайтесь, ссылка в описании на Рому Голубева. В общем говоря, обращайтесь, если вам нужна такая красивая превьюшка. В общем говоря, Рома, собственно говоря, ты молодец, большое тебе спасибо. Я тебя, если что, благодарил еще в группе, но да, действительно, надо еще и видео посмотреть видео. ГГ, короче. Нужна вот такая ссылка в описании на Рома. А мы сейчас, в общем говоря, я сейчас открою вебку, и мы ее протестируем. Они друг друга стреляют еще. Ой, блин, что такое? Ой, блин, Сейчас, секунду. Блин, как неудобно, ну ёпта, у меня тут просто места очень мало. В общем, если что, 60 FPS, да, собственно. Ну ладно, я знаю, что ни хрена не видно, но мы в любом случае же на стриме это все будем наблюдать. Класс. Я сейчас, короче, через бандикам смотрю. Заебал. Потом это приходится Апартман. файлы перегонять на комп, а мне неудобно. Я просто, короче, сниму ролик. Да, 60 FPS, наконец-то, да. Наконец-то нормальная вебка попалась. А так, кстати, веб-камера, она была бы, говорю, она была бы максимум... Блять, в смысле нахуй? Full HD был бы 30 FPS.
Би. Апарт. Ладно, наконец-то веб-камера. На стримах. Ну ладно, народ. В общем говоря, во-во. My bad, sorry. В общем, народ, сегодня будет стрим, будет разговорный просто стрим. Реакции, видосики и прочее, короче. Будем слушать. И я раньше боялся, что забанят, но теперь мне вообще плевать стало. Короче, забанят, так забанят. Ну, я вот как сделаю, наверное. Я просто вырежу тот контент, который, собственно, под авторскими правами, и, собственно, верну его обратно в случае чего мне будет запись оставлять, потому что мало ли кому-то захочется посмотреть. Будет интересно, я думаю. Поэтому, собственно, я буду оставлять запись трансляции, и даже если забанят, я просто выйду под авторскими правами, и все будет в порядке. Короче, Nice try. надо разобраться, как в OBS, чтобы веб-камера была. Ну ладно. Супер. Если что, я сейчас просто сдвинука. Заканчивать. Не, я тому чуваку в голову попал, оказывается, но не убил, блин. Наконец-то. Ё-моё. Блин, хороший парень попался все-таки. Хорошо, что он мне подсказал. Он мог, кстати, сказать там... вот, Не, картинка реально четкая. 50 FPS, он мог сказать, вот эту возьмите, там, дорогу. Вот эту сказать, да, типа, это подойдет. Нет, По 6 человек видел последний раз. нет. 6 людей стабильно сидит. Камера стоила 8200. Это при 3000 подписчиках. Ну, потому что у него вебки не было, кстати говоря. Сейчас, если он с вебкой будет стримить, у него будет, уверен, побольше народу. Ребята, я счастливы. Бля, сука. Секира стримил. Секира. Shadow до этого в общем, соусы любит. Ну вот он же сейчас говорит то, что Покупать уже CD, но пока думаю все-таки SSD диск. Впрочем, я посмотрю все-таки на процесс. Ладно. В общем, как я сказал, кому нужны ревьюшки, собственно, обращайтесь к Роме. В описании он будет. еще типа просто стримы общения заводить. Ну, если вам нужны для ваших видео ревьюшки. Как-то так. Ладно, увидимся на сегодняшнем стриме. Так, все. Увидимся на сегодняшнем стриме, говорят. Ну-ка посмотрим, а он реально стримит сейчас. Кошка прям негодовала, била лапой по планшету, чтобы я... Блять, не то. Всем покивет, в общем. Ну, скоро. Да, сегодня будет. Стрим будет. Интересно. Да ёбаный ты конченый человек. Топ мид. Запрыгнуть пытается. Шорт, шорт. Гоби. Кон. Orange, go to A, go to A. That's a negative. Negative. They here. Planting on A. Defusing the bomb. Блять.
А что мне со старой GTX 1080 делать? Привет, Белуга. GTX 1080. Попробую продать, наверное. Next ехала вместе. Мен было сама нямбита. Не понял, Next ехала вместе. Моя твоя не понимать. А, вместе сыграем? Можно? Почему бы нет? «32 года видно». Не, ну просто это не по-русски было написано практически. Next ехала вместе, блин. What the fuck. Топ-мид. Так, на шорт рванули один коннектор. Бля, ебать, как плохо, пиздец. Я давно КС не играл. Я сразу же начал оправдываться, да. Но это правда. Блин, кола кончилась. Ауч. Игра говна. Не, ну порой бывает весело. Би. Мама только. Так долго, да. Дай телефон. Придурок, еще бы умер. Нет. Move it, son. Deploying fire. Ясно. Бля, да ну нахер просто. Это просто печально. Right side. Он вообще не слышал, что ли? Пиздец, я четко слышал. Maybe City.
Эти ебланы забыли бомбу где-то? Окей. What the fuck. Блин, с какими рангами я играю? Ебануться. А, я худший просто. Так, окей. Окей. I go palace. Да. Это был пиздец. Эко. Рашмид. Миш. Да ну нахуй. Ну и пиздешь. Short one. Nice flash. Sorry, man. Connector one. Тварь.
Спалось, попробуй кого-нибудь забрать. Или... Хотя нет, так спалось. Да бля, иди нахуй, блядь. Сука. Нихуя. Говно. Блин, снабдили уродов калашами. Push mid. No. Go to apartments and underground. One short, be careful. Yellow, short. Пизда. Вы бы видели, как я сейчас дрожащими руками покупал билеты до Марселя. 5 штук оставалось. Нормально. Бля, заебал. Нормально, они друг друга убили. Don't pick, don't pick.
Nice. Бля, заебал. Under. Пизд. Oh my god. Ракетка. Ракета, да. Да. Ну, чук-чук, ну, вот. Ну тут еще крылья нужны. М? Минут. Нихуя себе. Окей. Окей, ладно. Go B. Окей. Use AK purple. Short one. Можно послушать.
Да блять, ёбаная! Найс. Да иди нахуй просто, блять, ебаная падла и сука тварь. Гнида ебучая. Так. Аудиокнига «Ночное такси». Аудиокнига «Ночное такси». 2041 год. Нью-Йорк. Шел дождь, а я сидел на лавочке. Как это банально, но я не знаю, что делать, потому что все в этом мире мало. При этом я не волновал, даже этот дождь, который где-то всегда. Бам! Мое имя Зион. Я в этом городе живу. В этом городе уже не осталось ни работы, и практически ее нет. Все стали какими-то злыми. Люди вообще в наше да, время кстати. злые. Вот раньше было стандартно. Мне ровно 30 лет, и я работал сварщиком. А теперь даже сварщики не нужны. Все уже заменили роботами, как несколько лет назад. Сейчас работы практически нету, даже сраным дворником. Найди Steam, бля, давай сам добавьте, пожалуйста. С одной стороны, это нормально. Блин, надо было во время игры тебе добавиться. Чё вообще? Работа-то нужна. Я не знал, что делать. Причем мне найти намного проще. Просто Эта набери нового. история, я вам расскажу, которая случилась ровно год назад, в 2040 году. Вот. Эй, здорово, Зион, привет. Как дела-то? Нормально. Как у тебя? Вообще огонь. Ну что, как 10к. там? Да, Бля. неплохо. Сварщиком работаю. Вообще Что-то у огонь. меня такое Эй, подозрение, что это будет очень плохо. менеджером. Да ладно. Да, сейчас уже многие закрываются, но у меня фирма пока держится. Ну как вообще? Нормально, от души. Ну, типа сойдёт. 10к рейтинга, а я вот Знаешь, такой. А, Это явно пиздец будет. вообще, Лютый пиздец. музыка крутая, да, около того бара? Да, вообще огонь. Давай выпьем, давно не виделись. Эх, пошли. По Налейте нам фану. две текилы. Хорошо. Ну как у тебя, Зион-то? Как дела-то? Да неплохо. Я говорю, сварщиком нормально зарабатываю. Сколько выходит-то? Ну, где-то 3000
Вау, это отлично. Да, $3600 сумма хорошая. Ну, когда прилетает. О, огонь, конечно. Но это деньги вообще огонь. Зарплату не жалуюсь, приходит примерно столько уже. Как полгода работаю. Вообще молодец. А у меня стандарт. Менеджером сижу, но у нас большинство уже увольняют всех. Все заменяют компьютеры. Компьютеры? Да, компьютеры сами стоят и сами Казахстан. программируются. То есть нам Нахуй надо только контролировать, как бы, оверпас. системный администратор, если можно сказать. Нахуй Мираж. Зеланд. Понятно. Я понял. Ну давай, за тебя. Ой. Поздно уже. Как у тебя жена? Как-то хочется поиграть на Да, Ancient или нормально, Нюк. не жалуюсь. Но Мираж чисто достал. Слишком много Миража. Да тоже как-то странно. Странно. С одной стороны, всегда недоволен. Нахуй Где она у Мираж. тебя работает? Да где работает? Она сейчас не работает, нифига. Ее уволили. Да ёбаный Мираж. Всех увольняют. Да, не говори. Но я думаю, что-то, надеюсь, исправится. Точно. Ладно. 10. Узел, пока. Давай, если что, увидимся. Фулл стак Тима. Давай. О, кстати, Почти что. видел, новая плойка вышла. Отступник. Какая? А? Такие. Ну как? Да сюда. Ты не знал? Мейсон Пейсон 7. Мейсон Пейсон 7, да. Пипец, она стоит 2000 баксов. Блин, я купил. Ох ты, пипец. Знаешь, поиграть-то? Конечно, приходи, будем играть. Ну как-то зайду к тебе, хорошо. Какая там новая игра вышла? Ну как? Да ёбаный в рот. Как называется? В ПТА 7. ПТА 7? Да. Она вот как раз вышла 2 недели назад. Блин, ПТА 7 поиграть. Ладно. ПТ-7. ПТА 6, помнишь? Провалилась, пиздец. Да. Да, не говори. Ты знаешь, что Брин закрыли? Брин? Да, его давно закрыли. Сейчас другая. Сим, да, сейчас. Ладно, увидимся. Давай. Hello, Team. Эх, GTA 6 провалится. держи. Возможно. $15, 50 центов, значит, да. Хорошо, давай. Go short. Вышел я из бара и думаю, понятно. Опять жена нового брата. Такси! Мне, пожалуйста, на камеру перевод. Да нет. Да нет, с другом встретились, нормально. Бля, заебался. Есть один там. Нормальный чел. В баре сидели. Откуда вы знаете? Ну, Да. прям, можно Прошивается. сказать, Жужжит конкретно. Эко. Извините, да. Ну, отдыхать тоже надо. Это хорошо. Через сколько мы приедем? Где-то минут через 15. У нас здесь пробочка. Время всего лишь 10 вечера. Я понял. Где? В такси. А как вас зовут? Давайте начнем с этого. Шорт есть. Меня зовут Элик. Short тут окупаем. Странное имя. Откуда? Из Сербии. Вообще-то имя какое-то. Один шорт. Двое. Ну да, у меня прадедушка из Непала. Понятно, Элик. Ну ладно. Шорт. А что за работа-то? Блять, я хуй знаю.
нас просто не хватает. Кон. Я и так хорошо зарабатываю. Бля, просто разъебывают нахуй. Нормально. Ну, Без так права на всегда было реабилитацию. нормально. Ну просто это геморрой какой-то. Все время ездить туда-сюда, люди разные попадаются. вы Ну сами просто понимаете. Маша не играет КС. Вот Ты о сколько чем? вы заработали? Он не в курсе Я с насчет вашим дыма. работаю. 3600 А, баксов. вот это, кстати, прицел прикольный. Мне нравится. Ну так, ну да, не так много. 10 лет назад это были более-менее деньги, сейчас это уже, да. Ну нормально. Таксиста можно зарабатывать 12 тысяч долларов. Сколько? Да ладно, не шутите. Вот, смотрите, я вот сейчас отвезу, у вас счет будет 200 долларов. 50-11. Ну, это стандарт, да. Ну вот, я уже заработал 9 тысяч баксов за сегодня. Ого, а сколько вы работаете? Всего лишь 4 часа. За 4 часа 9 тысяч баксов? Ну, я просто знаю районы, уже давно здесь работаю. Ну и чё, зарабатываю где-то в районе 5-6. И то за часов 5-7. Я просто знаю районы и могу вам подсказать. Если хотите, я дам ваш визит. В 1.6 играл. Ну, хотите, давайте. Я вряд ли передумаю, но может кто-то из знакомых захочет. Не знаю, как из знакомых, а вот вы, я смотрю, человек. Откуда вы знаете, молодец или нет? Ниндзя. Ну, вы просто видно по вам, что вы ответственны. А сейчас везде работы закрывают, офисы закрывают, даже кафе, где можно попить чай, уже ставит робот. Ну, не робот, Блять! Да ёбаный нахуй! техника. Ну, а что это? Не одно это. Мид. Да. Ладно, давайте визит посмотрим. Держите. Бля, это какой-то ёбаный челлендж нахуй. Слушай, этот пиздец, блин, я Интересное позвонил. название, ночное такси. Ну, потому что мы работаем только ночью. Ночью? Но сейчас ведь не ночь. Сейчас. Время 20. Но я просто... Чисто знаешь, типа, как будто какой-то мудак нахуй вот просто не затыкается в voice-чате. А, то есть у вас сейчас получается... И он просто выходной. продолжает. Вы Его просто никак не работаете? вырубить, типа. Да, в выходной день я могу работать на такси в любое время. А вот именно в рабочий день надо работать строго с часу ночи. Интересно. То есть я могу устроиться в такси и работать, когда у меня выходной, когда я хочу, а именно в рабочие дни только с часа ночи. И до 6 утра. Вы все правильно поняли. Ну вот интересная схема. Это кто так придумал? Вы придумали? А начальство вам не говорит, что вы придумали? Не то. Я и есть начальство. Мэр, в смысле, вы... Да, такси. У нас всего лишь 12 машин. Я только открылся, и не так много. Ну, людям зарплату платят, сам работаю. Подождите, вы платите людям зарплату? Они ведь зарабатывают? Бля. Вам дают деньги, а вы с нее какие-то... Подождите, если я заработаю 6 тысяч баксов... Блять! Да. Ты мне ее отдадишь. А в месяц у меня... у вас будет стандартно 12 тысяч долларов. Подождите, то есть я буду зарабатывать в 20 раз, может, больше, чем моя зарплата? А откуда инфа, блядь? Я же не один. Я понял. Ну ладно, я подумаю, конечно. Подумаю, мало. До свидания. До свидания. Мы приехали. Всего хорошего. Да-да, до свидания. Спасибо. Губи. Не, губи. До свидания. Ночное такси. Интересно. Да, завтра жалобы, блядь. Хоть завтра выходной. Интересно, я попал или нет? Ну чё, опять приперся? Поздно. Ладно. Бля, пиздец. Крис. Да.
ванну. Не в ванну, а душ новый. У нас совсем уже старый. 3 года назад. Ладно, посплю потом. Скажу. Блин, нет, давай. Вставай и иди, блин. Ты должен делать Бля! правильно. Бам-бам-бам! Лентяй. Так, не ругайся. Да ты не ругайся. Ты обнаглел совсем. Это ты сделаешь. Сейчас можно купить все ароматизированное. Ну купи, у тебя денег нету, ты, блин, я тебе отдаю, блядь, почти всю получку. О чем ты говоришь? Ну ты не как Карл, блядь. Вот это деньги отдает. А Карло-то, блядь. Что Карло? Он есть. Такой, кстати. Ну и что? Блять, одно убийство. Карло сам работает там как хочет. Ага. Зато у него сын нормальный. А у нас сын плохой сын. А у нас сын, если что, ну бабушка. Из-за того, что я работаю, ну, сейчас-то не работаю, а ты работаешь, и он у бабушки. Ты все равно дома сидишь. У них минус молик и 2 хае. Вот сыну Карла, блин. В рот ебало эту физику нахуй. Но зато она его говорит Карлу. И сын очень, кстати, нормально. Челочь. Это сыны. Блядь, шорт. И причем здесь твой Карл, сосед? Я не слышала про него больше. Про эту Сметане и Черыч. Сына. И вообще, забери у бабушки сына, блядь. И что ты с ним здесь сидела? Что ты у него... Ну, потому что я иногда подрабатываю. Чем ты подрабатываешь? Пока я на работе, ты не поймешь, чем подрабатываешь. Я даже не знаю. Ты что, мне не веришь, что ли? Сейчас На кухне. женщина в мире. Ой, как смешно. Ладно, Крис. Хорошо, встаю. Чай будешь? Не буду я чай. Встань от меня. А что ты так разговариваешь? Можешь отстать? Ты, Озин. Давай, стой. Ты когда последний раз вообще... Что вообще? Нормально общался? Что? Женщина. У меня женщина, у меня там ты. Но я тоже женщина. Да, Бриц, ты, конечно, прям... Вообще отлично. Знаешь, что это машинку подарил мой брат тебе? Ну и что? Что, обосраться, что ли? Я его... Хорош. Я тебе время тяну как мог. Играем в Counter-Strike под охуительные истории просто. Да. Твой брат Вадим Зекус, он вообще придурок. И сейчас не работает. Сидит дома. Я считаю во всем заслугу моего твича. Во-первых, мой брат Вадим Зекус, Сейчас тебя плохо слышно, ты с микрофоном что-то. Проблемы. Какие проблемы? Сидеть, жрать. Ну, он, кстати, сейчас какая-то игра вышла. Он там зарабатывает. Приколом. Зарабатывает. Эту тему, блядь. И съезди к моему брату, отдай ему. Ему должна
Блять, ёбаный в рот. А при чем здесь кот? Иди нахуй. Гоби, 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 гоби. Блин, твой брат вот этот. Гоби, гоби, гоби. Сама в следующий раз сама не можешь поехать. Ну у тебя же выходной, а ты же меня любишь. Вот и съездишь к брату, отдай ему $50, потому что я у него занимаюсь. Откуда у него такие деньги? Ну на вот деньги вот это играет, там 100... У него ставка там такая. Да, выебывал. Хандбол ставка. Ставки. Пистолет, долбоёб! Пистолет возьми! Давай, поехал. Ебать снайпер, брат. Расслабьтесь, господи. Релакс. Все равно еще офигенный пикап. Четкий. Так. Сантехника. Здравствуйте. Здравствуйте. Пожалуйста. А у нас давно уже у нас вместо кранов такие нажимают красный, Давай, зеленый, делай еще. Иди ты не можешь. А, блядь. Коннектор, коннектор. как 7 лет назад. Блядь. Мидл. Клатч кик. Уже такого нет, то есть только на пароховке найти. Давай делай. У нас совершенно другой. Он уже такого нет. Есть только когда крепится и проводится специальная... Ну вы, пидорас. Осуждаю. Просто заменить. Нет, вы такого не найдете. Ты нам ёбаный в рот. Ну и... Как так, блядь? Нет, кражи оплачу хорошо. Я знаю, что он сейчас говорит, что... Голые пацаны. Ай, класс, я не пиздым. Этот, раскидаем, я на сиси там. И вунами это все, что есть. А почему соседи в павильоне мне говорят, что сейчас соседи Заебись флешки, братан. Да нахуя я начал перезаряжаться, господи. Все, планьте, планьте, планьте. Ласкон, ласкон, ласкон. Хорош. Хорош. Ради дополнительных денег могли бы и заплатить. Дается, что ли, сейчас? Вроде давали же всегда. Плюс. Ебать смог, братан. Я не умею. Коннектор есть, коннектор есть. Вонючая.
Бля, ну конечно. Да, 300 дают за закладку. Что, Нарик? Закладка есть в книгу и закладка бомба, типа ты его заплентил, понимаешь? Это немного другое. Еще просто закладка, знаешь, в траву такая. Нет, нет. И все, и закладка. Понятие разное. Не любишь? Я знаю, куда поставить. Ну охуенно просто. Охуенная граната, брат. Все провонял. Это мое дело. Ты заебал говорить с моим. Сосать навсегда, Я говорю. сейчас другую знаю. Бандит, у тебя с головой не в порядке. Какой ты? Куда шутишь на меня? В общем, как? Это Аим, брат. Да, я тебе покажу одну вещь. Какую вещь? Я зарабатываю. Вот, покажи. Вот смотри, видишь Пенди? Ну, Пенди, да. Включаю и Пенди, блядь. И в чем прикол этого Пенди? А вот в том, что если ставка пройдет... Хорош. Ебать, горы пополам выиграли, да. В общем, неважно. И вот я играю, блядь. Мощное повышение. Ты бы лучше Блин. пошел, там дворники сейчас зарабатывают 3000 баксов. Эй, это мое дело. Подожди. Бля, опять кишки заебал. Ну, это мое дело. Давай яму закидаем флешкой. 10 000 долларов. Сколько? 10 000 баксов. Да, конечно, у нас поднялся, смотри. Это мид. Фуми. Шорт, не все в шорте. Были, по крайней мере. Они спрыгнули. Хорошо. Джангл. Да, джангл один был. Нормально все. Все еще в джангле. Под. Ты просто реально долбоёб. Ты чё меня оскорбляешь? Ты посмотри на свое пузо. Он сейчас взорвется уже. Сколько килограмм? Ну где-то 100... Мид. Вот я вешу 101 килограмм. Вставай. Ну, а я 170. На Б пошли, наверное, через бандер. Да, твое дело, блядь, твое, да. Ладно, в общем, это. А вон крыса, стой! Не тронет он тебя, стой! На Ти-спаун бежит, Ти-спаун. Мидл. А, хорош. Да, он явно напивается. Не, он даже не пишет же их, это же чисто импровизация, он чисто базарит и все. Охуеть же. Дропни молик, пожалуйста, зеленый. Если мне смог дадут, я им на молик закину. Бля, 3 часа думаю, я бы народ. Все уже. Потому что... Яма.
Слушай, знаешь что? Да, ты заебал ко мне приезжать, и все время меня троллить. Сказал, что я нашел. Да какого хрена? По-моему, остался. Когда я у тебя был, я не говорю, я Вообще лоу, да, ёбните его. желаю. Что ты мне желаешь? Всего плохого желаю. А потом своим друзьям будешь говорить, что ты никому ничего не желал? Блять, давай, Бадим, все, не мешай. Ты что тут? Совсем уже обнаглел. Блять, брат у моей жены, конечно. Продай скаут эти скину оранжевый. Хуёвый. А, спасибо. Блин. Ну что, пришел, да? Пришел, правда. Всё нормально. Такой, народ. А я? Андер. Мид андер. Рот, блядь. Хорош. Слушай, ну пиздец, ты в коне, блядь, стоишь, блядь, меня трэп пиздец. Ты не можешь выйти. Зачем мы запушили? Все, мы выиграли, блядь, спокойствие, пацаны, ёбаный рот. Денег поёбанных карту. Ты чё, совсем что ли? Боже мой. Мне все урон нанесли. Блять, да какого хуя я так долго на него смотрел, пиздец. По-моему. Шайка бездельник. Я уволил буквально месяц назад, а он работает. Он не работает. Хорош. Какие-то там штамповки, бансовы какие-то. Что-то как наел. Иди на Б. Ой, на, ты У меня 16 хп, Ой, если да что. ладно, мухлюет. Ладно, я пошла. Что за бред? Что за здорово. Привет, как? Нормально, на рыбалку не ходишь. О, на рыбалку не. А то вы со своим, я со своим другом, Лудобоком. Как? Лудодоном. Лудодоном? Да, Лудодоном хочу съездить на рыбалку. Блин, твой друг странный. Он Лудодон? Да, Лудодон. Я ж не отдам. Реклама там. В 2008 году. Яма, яма. Давай. Долларов. Долларов не отдал. Я спрыгнул. Переключай канал. Местами поменяйся. Крутые фильмы. Хорош. Заебался каждый раунд делать по 2-3 килла, блядь. Ну, это огонь, да? Только. А? Антон скоро придет, она скоро придет.
Андер. Блин. Да ёбаный в рот. В коне. Кстати, никого не будет. Тихо, тихо. Набираю. Здравствуйте, я у вас такси еду. Тот человек, который был с передач. Да, это я. Братишка, ну купи наушники, блядь. Ты слышно, то, что они все бегают, блядь, толпой на виду. Свои дела, нюансы. Я хотел бы... Купи себе наушники тогда, блядь. У меня наушники, я не слышу. Если понравится, может останусь. Да, блять, он просто тихо сидел, как он мог услышать его? Блядь, ну я ж слышу, что, блядь, 4 Да хули тогда молчал? Дигл раунд, Миша, продай нахуй, дигл раунд. Блядь, говорите тихо, дебил! Бэ-бэ-бэ-бэ-бэ-бэ-бэ. Ноет и ноет. Шлюхи, блядь! Ебать ты гандон, конечно. Расплакался. Флешку на меня. Хорош! А? Вот те, да, сюда. Я ваше качество. Чё? Чё, блядь? Ходно сера пойдёте. Ой, как нагулялись мы. Это шорт. Ну чё, ну ладно, мы тогда пошли в карту в ресторан. А чё так? В парк сходил и в ресторан. А, заебись, все тайминги ебанул просто. It's B! Компанию тебя взяли. Сюда. Пусть вот сюда мне. Быстро, вот сюда. Этот Карл. Блять, один на стуле, двое мид. Я конечно, попросил, они тебя просто кинут. Бесна. В ресторане будем сидеть жрать. Там Карл. И свет. А тебя они просто лоханут. Как лоханут. Да ладно, они нормально. Что Карл и все они не могут. Бля, сука. Сити. Как с него стрелять, блядь? Ну это им, как говорится. Получил 9 на 17.
Как же ты стараешься самоутвердиться, господи. А, боже мой. Очень хорошо. Надо У тебя все в порядке в жизни? Турецкий забыл пизду в танке, блядь, старик. Да, да. А, да. Малыш хочет быть значимым. Твое дело в танках, блядь, хуярить, блядь, целыми днями там селять здесь. Еще двое мид пачками стоят. Ага. Как будто должно быть обидно за танки. Еще за боксом, авик. Давите его толпой, давите его нахуй. Отлично, пачка у вас, все, блин. Бля, да ёбаный в рот! Ну кинь ему да, блядь. Чекай окно, он через окно выйдет. Чекай окно, придурок, блядь. У тебя есть смог, дай ему смог сюда, Влада. Охуеть, блядь. Ты какой классный в этой игре, я не могу, блядь. Тут для всех женщин, все мужики однаковые. Ну не Карлу же для Сметани. Ты не сравнивай Карлу и Сметани. Она, блядь, будет ему качпот целовать, главное, чтобы он бабку не тратил. Карл у нас хороший. Вообще все говорят. От этого он лучше стал. Да потому что он просто жирный пердун. Вот жирный пердун, он просто не может сейчас похудеть. Болезнь? Жраловка называется. Хаеш куда, Вандерсон? Хаеш куда? Да тихо, тихо. Заебали, блядь, долбоёбы, сука. Только он Говорю, заткнитесь нахуй. Хае, 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 хае. Карл не переживает. Ага. Чайки. Не мой Карл, это наш сосед. Ебаный лох, блядь! У него 20 хп, блядь! Да, да, да. Не берите авики, не берите, это не ваши пацаны, не берите, блядь. О, господи. Сейчас ребенка будем слушать. Хорошо. Че ты пизданул? Ой, что заплачь. Ребенка будем слушать. Хорошо, говорю. Конечно. Че, злишься, что ли? Ладно. Ребенок злится. Яма. Скатертью дорожку. Потом такие нервы мотать. Мне это надо. Ты ковры. Ёлка. А тебе там, блядь, по времени в пенсионный фонд не Ёбаный вот нахуй. Гад, конечно. А Карл, Света, не поможешь мне? Да, помогу. Ну, чего ты там? Уйдем. Знаете, чего? Сейчас на работу. Ты чё, блядь, пидорас бан? Ты на кого там бздишь? Ну, как вы все, ребята? Пенсионный фонд пошел. Забей.
Лучше с животным не общаться. Это Б. Согласен. А какое оно должно быть? Так, вот это вот салат. Где твой Б? Вот это вот эти вот. И Юбер вот на это юбер, вот блядь. ещё. Давайте садимся за стол. Ну, ты-то, Карл, наверное, все кушаешь, а смятыни? Я могу все есть. но Осуждаю. я просто худею. У меня 175, а вес 60 килограмм. В обсадку на Б бегает. Ванда пошел. Нет, раскидывают. Папа. Б раскидывают. Папа. Ой, блядь. Ну, только ты. А я Пиздец, где блядь. Хуй помешал. Это скорее всего. Килограмм. Весы встать. Головы без головы. Заебал. Сити. 135. Хуесосы. Говорил 106. Ладно, садись. Свет, пожалуйста, не говори такое. Ну чё ты? Ой. Так, ладно, поели, все, давайте отсюда. Ну, что такое? Давайте, все. А чего такое? Давай отсюда. Все, у меня настроение, я сейчас ухожу. Все. А зачем ты их прогоняешь? Все, да, давай. Пошли сюда, пожрать. Я никуда не твоя статка, что ты салат здесь делаешь. Хотя вот так Ребята, вот возьму они просто. помоются, извиняюсь. Не хотят они, понимаешь, в рестораны. Дождь идет. Звони по такси, он не может оплатить. Поехали. Может, они хотели в такой обстановке. Какой злой ужин. Какой я злой, ё-моё. Они хотели салат. Какой же ты придурок. Какой салат? Ну, салат им копейки. Они хотели компанию составить. Я говорю, Карл, вот нет, не очень хороший. Ты просто что-то загрелся на них. Мидуэй. Крис, можешь, пожалуйста, балахон снять? Балахон? Да. А что тебе нравится на балахон? Ох, у меня есть. Ну ладно. Мало, кстати. $50. Есть. Пачка шорт упала. Так, время уже, все, 1 часов, 20 минут. Ладно, я погнал. Ой, куда? Был один апсы. Такси? Один апсы. Каленый. Инфа. Один апсы. Блядь, слева. Фьюз дефы. Вот он как. А определенные районы? Бензин оплачивается нашей компанией. И вот вам $600, если что, на бензин. Это должно хватить чисто на до 6 утра. Если вы хотите раньше, приезжайте также на станции именно сюда, прежде чем вы сюда попадете. За полчаса обязательно. За полчаса. Потом через полчаса вы ставите машину. Пить вроде есть, пацаны. Это Смог наверху. Самое главное это попробуйте ее.
Фейкуют, походу, блядь. Либо ты в Тетрисе сидят, хуй пойми. Фейкуют гандоны, блядь. Есть пит? Есть, есть. На миду, блядь, на миду. Смотрю, смотрите пит, пожалуйста. Бля, наверху. В общем, все вопросы ко мне. Звоните. Хорошего. Держал. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Блин, успел бы, сука. Ну, настрой. Блин, кажется, успел бы, Тебе не можешь казаться, бля, пиздачок закрыл нахуй. Чего? Хуй через плечо, бля, 2-0 нахуй. Чё так? Бля, ребенок научился материться, вот и радуется. Да. Надеюсь, ощущаешь себя круто. Будто бы тебе лет, ну не то что 40, не то что даже 80, блядь, ну миллион нахуй. Класс. Не, ну это хорошо, мне наоборот это как комплимент. Спасибо. Не, ну хорошо, давай, сколько тебе лет, удиви. Малышам свой возраст не раскрываю. Два топ-мид. Долбоёб стоит в окно, смотрит, сука, блядь. Чё ты из кармана доставал, бля? Гандоны, блядь, натянуть хотел. Флешку, блядь. Флешку, хуешку, блядь. Нахуй, блядь, спал. Давай, война идет нахуй тебе флешка, бля. Желтый чисто стендапер на селе. Охуеть. Да интернет не грузит, блядь, флешку решил включить, блядь. Слышите, да, комнатный клоун развлекает своих друзей. Комнатный, я тебя и в выебу, долбоёб, я тебя пятачну, сука. Жесть, такие агрессивные. Нахуй меня трахать-то. Жесть. Насильник. Знаешь ты, кто ты сейчас? Ты анальный террорист. Палас. На платформе Паласа был. Сейчас снизу, наверное. Не надо сюда лезть. Ну, попробуйте. А ну пенсия, удиви. Блядь, черт. Ну я же говорил, блядь, Палас. Двойна, беги, пачку беги, Б. Пачка Б, беги. Двойна. Один ниндзя, один дефолт. Так, хватит, подождите. Меня извините. Бейш там, Б. Я хочу в спину зайти. Тиота, сеньоры, помидоры, блядь. Хорошо, понятно. Хуя он Наполеон смотреть. Вы приехали. С вас 170 долларов. Держите. И мои песни слушайте. Да, конечно. Да. Вообще максимально ебанутая какая-то атмосфера, нахуй. Пиздец, вообще какой-то. Извините, сэр. Вы под дождем стоите. Сэр, вы под дождем стоите. Садитесь в машину хотя бы. Вот он, гандоны достал, выебал.
Учись, блядь, как правильно точку доставать. Калаш забирайте. Продавайте. Ты ебал здесь, это твой калаш, что только ты его можешь продать. Бля, тупица, блядь. Ты о чем, долбоеб? Ты просто свою продай и возьми этот, который лежит. Придурок. А я так не хочу делать. Ебашим на Б. Ебашим. Опа, ебашим. Давайте, малыши, подтягивайтесь. Ты что, дедок, не вывозишь? Нихуя себе это покемон, блядь. Куда вам? Ну не мне же, вы сели в такси. Что, скажите спасибо, что я вам... Скажи мне туда две флешки, я буду фейковать нахуй. Где вы стояли? Ну, там профессионал зеленый, он сейчас тебе, блядь, достанет, скинет. Натуре. Сука. Скотукиц. Только ты Чисто. подожди, блядь, там суставы, не суставы. Да не так, долбоёб! Заебал. Ты что там горловое мини делал, блядь, пока еще смеялась? Там неги, блядь, настоящие, и в коне. Знаете, у меня такси только едет по определенному маршруту. Определенные районы, все. Ай, нахуй. Сколько поисков? Шорты, возможно, подтянется. Аккуратно. Буду трое, брат. Это где-то еще... Я вам 700. Хорошо. Элвин Кроу? И он не будет дефать. Дефай. Ага, хорошо. Давай, пенсия, гудбай. Я твою пенсионерку ебал, понял? Да. Идите спать, ребята. Малыши, давайте. Спать, мама. Да, Билли, у вас Пенсия. такой Да. страх. Эх, надо приводить свое здоровье в порядок. Возможно, по голосу я реально какой-то прям слишком старым кажусь. Надо повышать. Только если летают меня, Это, блин, сколько мне подняло? 800 очков или около того? Да хуя же вообще. У меня было 2200, а точнее 4200. Ну, вообще нормально подняло. Говно игра. Да не, игра-то норм. Люди говно. Школьники-то злыми приходят со школы. Вот и стараются самоутвердиться хотя бы вот здесь, в сети. а вы сами можете? Комьюнити животных. Я пошел спать. Давай, максимум. А, ну хорошо. Сейчас выйду, да. Сейчас, да, могу. Я вхожу в машину. Эх, Бля, все, слава богу, нахуй. Машу, мы идем спать, значит, тут можно зону ебаного вырубить. Чисто ради Маши мы включил, по сути.
Блин, что я делаю? Так, погоди. Швеция. Let's roll. Ben tarafın nikah canda. Üşüyekorduk, потому что Ахуен ben Астанаға келеміз. Пиво с собой едем. Let's roll. Караоке пели, Это- поиграли. Что хорошо. Что хорошо. Throwing fire. Grenade out. Окей. Всем привет! Всем привет! Привет! Здорово. Салам алейкум. Наконец-то, блядь, нормальные тиммейты, да? Да. Посмотрим. Давайте сыграем на победу, ребят. Обязательно. Чоп. На победу. Decoy. Рампы идут, пизда, на. Бегу. Еще. Лоу на рампе один. Бомба у нас. Хорош. Молодцы. Right on. Фиолетовый, ты куда? Я на улице хочу. Ну, Я на халат. со скалки. Ага. Есть. Улица. Двое-трое. Много. Крыша. Они в эко играют. Зашли на Б. Да, бля.
Нету их, да? Вот, четко. Трахать, пацаны, трахать. Лучший в команде. Флэш улиц. Хорош. Лоу за... На улице за контейнером. Лоу. Тина. Че, ничего, ничего. Нормально. Так, у меня нихуя нету. Давайте эко, ребят. Синий, продай лучше. В эко раунд играем. Я тебе скинул. А, ну ладно, спасибо. Окей, играем. Улица много. А есть какой-то буст на улице, чтобы я мог как-то неожиданно забрать? Там есть, там можно даже сму запрыгнуть, но это такая открытая. А, понял. Они опять улицу. Бля, меня с горы убили. Да ну нахуй. Синий, помогай, будь добр. Меня нахуй я. Хорош. Пил вчера свиневого щусь. Привет, Акел. Здорово. Спасибо. Блин, дымка из закидаем улицы, короче. И просто контролить крышу надо. 32. Я крышу смотрю. Хорошо. Да, есть улицы много.
нажимать. Они опять... Флэш улицу. Рампы убил одна. Бля, улица, ребят. Хорош. Сорис. Чё, ё-моё. Бля. Один на лу. Они все на улице, короче. Один на крыше, один так. Ёбаный в рот. Я, блядь, испугался. Пиздец. Да вы оба испугались, по-моему. Он тоже не был готов вообще. Бля, ну я быстрее среагировал на... Ебать, покер сделал, нихуя. Троп Нормально. нужен? Вань, Вань, давайте калаш дам. Да, гору смотри, хорош. Есть. Есть. Вообще low HP. Спрыгнул. Они рампы, возможно. Блять, один на гараже, нахуй, на мейне, на мейне. Бля, а чё рампы-то оставили? Почему рампы оставили? Крыша еще. Пачка у фиолетового. Заходит, заходит. Пачку забирать заходит. Сыграй на время. Не угадал. Есть дроп? А, давайте эко. Не-не-не, эко. Эко. Идите кто-нибудь на рампе. Да, Шакила. Давайте запушим, ага. Хотя, стой. Заходит на Б, на улице были. Зашли на Б. Нет. Нет еще? Минус ебал налить. Че на Б? Будки один.
Забирай калаш. Время. Блин. Да, лучше на время играть, если в такой ситуации играется. Рампа. Бля, можно было? Бля, крыша. Два из них каленые, короче. Бля, пиздец фиолетовый, я хуй знает. Ну ладно. И такое бывает. Не сейви, давай заходи. Это же А, да? Ладно, сейви. Уже реально. Без толку не успеешь ничего. Бля, да что за хуйня? А где безопасное место вообще, не понимаю. А чё, проёбаем начнем? Чё, эко делал? А, эко? Давайте эко. Ребенку споку. Много улиц. Бомба на рампе. На Б заходит. Полезь. Бомба у фиолетового. Бомба у нас. Секьюрити. Все. Бомба секьюрити. Сейчас улицы зайдут. Подтягивайтесь к фиолетовому. Потихонечку. Ну вот, к бомбе, да. Все. Это посмотри, кто понял? А? Кто? Где? Ты тяма котенка. Команд. Иди. Да. А как вы удали бомбу? Девять и 16. Ладно.
Улица, улица, осторожно. Майн. Кто меня прикрыл? Майн лоу. Хорош. Throwing fire. Девятка, девятка. Бля, сука. Это эйс? Это эйс был, да? А, ну да, вроде. Throwing flashbang. Laying down smoke. Бля, нахуй я перезарядился. Grenade out. Deploying flashbang. Блин, в нюке хуй угадаешь, снизу или сверху. Ебать, Лаки. Тихо, тихо. Incendiary out. It's time now, my brothers. Так. Let's go, my brother. I planted the bomb. Один сити, все. Все, в глухую оборону садись. Хаван один. Двое, двое, двое. Отлично. Посмотрите, дядя. Косматка.
Есть, есть, есть. Идет. Ставьте. Нахуя это? Галём-то там. Хочу. Блядина. Да бар нормально, дай-ка. Бля, нахуй я побежал? Сука, я просто в ахуе, блядь. Надо было сидеть-то. Давайте эконы. Нет. Заебись, я пушки оставил нахуй. Четко, весело, задорно, блядь. Классно. Двое ульт. Давайте на рампу. На этой, блядь, будке. Заебал. Сука. Снайпер рампы. Бля, двое рампы. Плантили бы. Блять, а его кто-нибудь дефает, нет? Ёбана.
Заебись. Ебать, нихуя себе точка там, ебаный в рот. Крыша. Да ну нахуй! А, как будто бы чисто. Бомбы. А, бомба на мне была, блядь? Я хуй знает. Ебать, как я не понял. Бля, как я так, сука, хуй знает, бля. Почему у меня бомба была-то? Я, бля, вообще не понял, нахуй. Я, если честно, вообще не понял, что у меня бомба была. Пиздец. А, как будто бы я держу. А, чисто, давайте заходите, ставьте бомбы. Девят. За жопу его. Ти-ти-ри-ти-ри-ти-ти. We must work together. I'm throwing a grenade. Да, бля. I'm throwing a flashbang. Абасте, блядь, тахани, сука. Шутка. Б ставлю. На улице было двое. Двое! Блядь, ну можно сразу. Да. Еще один тут. Сука. Блять, я выбросил ее. Возьмите.
Калаш. Продайте. Да, еще улица, 2-5 как будто бы чисто. Двое улицы. А, блядь, бомба у меня, ёбаный. Бля, заебало, бля. Проси оранжевый. Чего? Взял. Activating the bomb. Bomb has been planted. Throwing fire. We're going into this. Terrorists win. Let's go, my brother. Блядь, один наверху. Там пидор с скаутом, пах. Осуждаю. I'm throwing a grenade. Throwing bomb. Блядь, один рам. Один рам. Хевен. Хевен есть. Бля. Сложно нахуй.
Не пушьте, похолдим. Холдим. Стойте. Не, Зелен, дай на... Они сейчас притянутся на Б потихоньку. Хевен есть. Вот чё. Хорош. Шо? В овертайм надо как-то. Да чего же трогательная под ситуацию песня, зябают до слез каждый раз, а говорят, Макс Корж не народный артист. Меня друг тоже очень любит Макса Коржа. This is what we have been working for. Да ёбанай, как это меня доебало, почему я не допрыгнул? Иди нахуй, блядь. Блядь, один на будке. Хорош. Ля. Хорош. Давайте бомбу берите. На девятке на Хевене есть один. А нет, все, нету нигде. Бомба где? Бля, где-то наверху. Хорош, Ебать. Вот они сейчас на дизморале, наверное. Капец. Выходим на камбэчную. Это камбуча. Together we can do this. Throw the decoy. I'm throwing a grenade. I throw the flashbang. Улица есть, улица. Grenade out. Throwing fire. Smoke. Grenade. Блядь. Трампо. Бля, ничего не сделал. О, хорош. Спасибо.
Только бомбу не забудьте. А как будто бы чуть. АВП там есть. Блядь, я ебал этот молотов. Хорош, молодцы. Четко, четко, четко. Бля, я ебал этот смог. Заебал. Пацаны, если сможете на Б пройти, проходите на Б. Чисто. Всё, давайте на Б, на Б, на Б, на Б. I'm planting the bomb. Bomb has been planted. Grenade out. Bomb has been defused. Да ну нахуй! Бля, я один был, что ли, сука. Я даже не услышал звук этого диффузора. Да, вот я тоже. Он, видимо, в тайминг моего выстрела попал, что ли? Да. Два раунда надо. Бля, окей, окей. На холм. Угу. Laying down smoke. Grenade. Throwing fire. Grenade out. Smoke. Incendiary out. Flashbang. Что на улицу? Throwing smoke. Рампы один есть. Я на хевен. Зашли на. Сори. Хорош. Заберите моего ВП, взяли, да? Хорошо, отлично. Не, это мой. Ну ладно. Давайте, пацаны, еще один. Угу. Go. Decoys out. Laying down smoke. Deploying flashbang. Grenade out. Throwing fire.
Много на улице, много на улице. Давай, желтый, сможешь. Зайди к ним в спину. Так, Блять. чего? Бля, хорош, хорош. Спасибо за игру. Лучше, Да, спасибо за игру. GG. Нормально. По стриму смотрел. Да, жестко. Хули. Спецназ. Так. Ну, окей, сейчас подойду. Привет, Арсен.
Недоступен? А, да? Ну там вроде было одно принятие, да? Там что-то было, но... Let's roll. Нахуй оверпас. Потом нахуй мираж. Надо мираж нахуй. Сейчас, скорее всего, поп-поп. Или, скорее всего, вот так. Инферно только с миражом будет. О, неплохо. Ну, нахуй. Вертиго тогда. Фул пачка. Все будет хорошо. Справимся. Let's roll. Ебать, нихуя себе. 972, победа. Hello, hello. Good luck, have fun. Кью тут. Throwing a grenade. Throwing smoke. I'm coming. Two. One more. Smith. I have bomb. Now we're really laying into them. Nice. Incendiary out. Fire in the hole. Laying down smoke. It's A. Two mid, two mid.
Найс. I go B. Okay. Cave. Окей. It's B. Two. Mid. Sorry. No problem. One more, help me. Пуш мид. Короче, на мид пойду. Попробую там к ним сзади зайти. Two more. Easy one. Still waiting. Two here. Easy. Last here. One more. Careful, don't push. Okay. Last speed. Shoot through wall. Green. Bomb. You have I'm grenade. waiting. Чё вообще, блядь? Ладно. Агаби. Хотя, возможно, не так же поступят, как сейчас. Не, блин, не знаю. Возможно, это... Maybe it's A. B. Waiting. On A. It's mid. Info. There's no A. There's no A. One A. Clear. Say. He's one, I think. I don't know. Ready, take. Do you have flash? Nice. Нормально. Затарились калашами.
Неплохо. Remember, this is bandit country. Bandit country. Deploying decoy. Throwing flashbang. Mary, бля. Bomb? Where is bomb? Заплей эко. Когда нормальные игры будут? Ну хуй знает. Follow me. Go ahead. Ну я не знаю, что проходить. Ну Макс Пейна можно будет, в принципе, второго Макс Пейна. Недавно первого проходили же. Remember, this isn't the killing house anymore. This is real life. Deploying decoy. Smoke. Throwing flashbang. Они просто в огонь зашли и сдохли. Follow, be careful. Don't push. Low HP. Play on time. Laying down smoke. Don't push. Planting in B. Shoot through wall. Throwing fire. Kick. Go together. I have a kit. Protect me. Ну, вообще проходили сегодня одну игру прошли. Даже 2 игры прошли. Прошли 2 игры. Вполне. Blue. Sell it. Blue. Sell it. Sell it. He want to drop. Yeah. Roger that. Thank you, brother. Molotov. Smoke. Throwing a grenade. Throwing flashbang. Laying down smoke. Непонятно, это, наверное. Throwing fire. Эй, it's A. Going. Yeah. A. 1. 2 A. Grenade out. I will go first. Temple. Fuck, о. Просто пиздец. Give me drop, please. Thank you.
Purple, come here, come here. Purple. 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 There is B. Cave one, cave. Backside total. Чего? Бля, что это было вообще? Пиздец, я... Что за хуйня? Pushing, pushing. Ой, бля. Какого хуя творится? Side, side, B side. Planting. Orange. Fuck, I'm lagging. Пиздец. Oh, very bad. Yeah, he's low. He's right side, yeah, yeah, yeah. Oh, fuck me. Ты же можешь видеть будущее, видеть, кто где сидит. Ага. Будущее, блядь. Пиздец. Я хуй знаю, что это было, но, блядь, меня ебало и колбасило. Просто нереально. Ну, как будто бы, да, была такая тема, что я видел будущее, там кто-то Стокгольм, да. Да потому что я со зрителями играю. И меня какого-то хуя именно к нему присоединило, а не наоборот. Хоть и... Да, я на Стокгольме. Кейв, кейв, кейв. Ну так я в Якутске живу, поэтому. Бля, one. Help. Можешь? Пизда. Эй. Хвастаюсь. Да, просто пиздатый. Не, ну вообще сам пинг 115 норм. И зритель играет на Японии, но было бы хорошо, конечно. Угу. Настя сейвил. Да, блин, все было окей, блядь. Все было хорошо. Ну а вдруг, бля, все пошло по пизде. One mid. Oh, okay, okay. Заебал. Сука. Этот откуда взялся? Он через мид решил пойти на Т-спаун.
Сука, я просто, я хуй знаю. Да иди, блять, нахуй, а! One A. One. One A. Say. Go together, come on, go together! It's backside, backside. There is box, you know? Huh? You see? Хуею, бля, пиздец. 325 урона, я в ахуе. Да. Блять. One more. Here. City. Can't wait. Nice. Нормально. После этой игры зайди в Discord в LS. Понял. Me go first. Two mid, be careful behind. Cave is Still low. cave. Cave Last last. low. Maybe he's saving. Go.
One donut mid. One more. You can win this. Бля. You're back, you're back. Сзади было. Yes. Didn't hear that? I don't know why. Here, but придал этому значение. Understand. Yeah, I understand. Can try, but we have to use utilities. Go away, go away. No, go away, bomber. Bomber, go away. What the fuck? Right, very low city. One more city. Сука. Okay, go be plant. Plant, plant. Go back. Ciao. Чао. Wait. Oh. Fuck. Блядь, что-то слишком пиздец. Прям вот так вот идем. Напряжная игра какая-то, очень напряжная. Okay, hold. We need to hold. Don't push. Okay, but we can use smoke when we go B. I don't have smoke. I don't have. I have one. What the fuck are you doing? Yes, shotgun. Two donuts. Nice, nice. Middle, middle. Go mid, yellow. Go mid. Бля. Last mid. Я не попал ни разу, да, блядь? Хуй его знает.
О, хорош. Nice. Хорошо, братан, хорошо. Say, üçü gay. Üçü gay. Ичу гей. Ичу гей. Это... It's mean I am gay? I am gay? No, I'm not. No. It's mean хорошо. It's mean хорошо. Ah. In it's our language, not Russian. Блять. Nice. One more. Mid coming from Steve. Going, going. Yellow, go, boy. Going. Clear, yeah? Где синий? Nice, guys. Четко. You guys from Russia? Yes, from Republic of Sakha-Yakutia. Oh, Slava Russia. Slava Rush. Okay. Where are you from? Slava Turkey. Turkey. Ah. Turkey. Turkey, nice. 3, 4, 5. Yeah? yeah, you know. It's numbers. I know. I actually very interested your politics. And I think you guys are right about these situations. Pushing. Rush. Go. Ah! План. Backside. Sorry. Блять, да ёбаный в рот. Nice. Cave, I think. Кейв. He's very low. 2K. О, фак. NT, bro, NT. Бля, он всегда так нахуй, блять. Он не может не убить никого в спину, вот я в ахуе вообще. Сколько раз уже такое было? Просто спину бить не может. Ты ему Сахарикути, а он тебе Слава Раша. Ну, тут некоторые тут тоже из... Конкретно из России, если говорить. Take it. Говори. Ай-яй. Давай заходим. Wait for me. Охуенный смог.
Перезарядись. To save. Fuck. I have to go toilet. Сука, какая же эта игра. Ладно, я тоже в туалет. Wake up. Лоу. Бля, сука. Так, ладно. Rush. Эй, yeah. Buy smoke. Да заебал нахуй. Блядь, ладно, пошли этот, бля. Middle VP, be careful. Okay, go. Really, go. Done it. Надо было дать ему заплатить. Вышло бы даже лучше. You can do it, come Just on. wait on outside way. Yeah. Blue boost me.
Бля, заебал. Бля, убей. He very low. He very low. It's very low, just hide. So it. Nice. Сука. Full profit на AVP. Give me. Hold. Yeah. Without head. Plant. Two city. Блять! Oh, he's safe, wait. Ой-ой. Good. Да, пример. Привет, Франческо. Jesus. Допусти меня так же, как... Flash. Nice. Go A. No. I'm going. Down, left side. Ну, блядь, зайди, хулио стоите. Вот это заебись, я выстрелил. Просто заебись. Very good. Last very low HP. В ногу с АВПшки получил. А, это другой, значит. Другой, значит. Но видишь, он поверил в себя. Так, как бы так. Я всего 14 снес с АВПшки тогда в ногу. Ебать. Робуст.
Сори. Бля, сука, пизда. Не законтролил вообще. Подмиг. Да перетягивайтесь на Аня хотя. B side, right side. Блять. Ёбаная Ой, лупа дрочит. ой. Что это было вообще? Плант. Сука, да чё за игра такая, блядь? Почему она такая напряжная, хуй знает. Дайте дроп. Калаш. Лимон можешь скинуть? Чё? А, все, спасибо. Да как так-то, бля? Заебал. Что-то я на Б, война. У вас тоже плюс 1000 за победу? Угу. Мотивация высокая. Гранатами закидывайте жестко. За КТ под... Да, бустануть ее. Да заебешь, тварь ебаная, говна, сука. One was me. One cave. Угу. He on T-spawn. For sure.
He now thinking where to go. To A or B. Just wait him. Wait. Time. Oh, fuck. Как он сюда пришел? How he come to here? I don't understand. From mid? Weird situation. No one looking mid. Блять, сука. Да заебал, ну блять, ну заебал, ну блять, ну заебал, блять, ёбаный. Can be B. Чисто крыша едет. One cave. One cave. Smoke. Бля, еще они еще и халдят, суки, ёбаный в рот. Nice. Help B, it's B. Come on, go! Ой, бля, сука. Бля, да ну нахуй, пиздец. Ёбаная хуйня, сука, на... Как же не хочется в ничью играть. Блять, просто пиздец. Да ёбаный в рот-то нахуй, умри, заебал, блять. Сколько в тебя может стрелять-то нахуй? 3B outside. Near cave. Entry. 3B, 1A. Side. B. Oh, nice. Very good, man. Very good. Oh my fucking god. Бать нахуй, блядь, я бахую. Плюс 50 очков, ебаный в рот. А, сука, ебаный в рот. Давай ластецкую сыграем. На повышение же играем. На косарь, опытом.
Ну, вот тоже интересно. Да вообще, блядь, пиздец. Слишком напряжные игры такие. Ну, очень стрессово было. Капец. Надеюсь, сейчас игра будет легкая. Прям вот хочется просто очень простую игру хочется. Максимально конченых донных противников, нормальных толковых тиммейтов. Вот прям чтоб оно было. Вот прям хочется, чтобы все гладко в этом плане. Гладенько надо. Так. Мечтаны. Ну, это жизнь, конечно. $21 000. Бля, ну почему? Я и забыл. Да. Новый год уже близко. Надо было пинг ставить меньше 100. Чтобы он в Японии приценил. Не, в пизду оверпас, вообще в пизду, нахуй. Ненавижу оверпас. Бля. Угу.
Hello. Всем привет. Все отошли. Грузиния. У нас преимущество. Go, go, go. Да ёбаный в рот! Би-би-би-би-би. Nice. Very четко. Сейчас они должны сыграть в эко по-любому. Second mid. Блин, опять под Б. Да блять, как так-то? Чё за вид? Привет, Вовпуф. Здорово.
Да заебешь. Я же видел его на... Твари. Твари. Хотя это... Блин, я лучше на мидл встану. Там надо контролить. I'm going middle. Middle. Come on, chop, chop. Бля, ёбаная гнида. Кит с банана. Go B, come on. Need help on B. Все, один. Эх, бля. Сука, бля. Они в курсе, что тут, наверное, перетягивается. Ну да, перетянулись. Бля, вот надо четко в голову дать. Сука. Забиндить кнопки для канала, что подобно было. Да, пока нет. Ой, какой пиздеж, твою мать! Батла ебаная, блядь. И вот не дай бог я по нему не попал. Пиздец просто. УАФ подчеркивание Пуф активировал награду за 1500. 1500. Не ругаться. Окей. Я, конечно, постараюсь. Давай не пушить, банан. Угу. Да блять! Сука. Только начал отходить. Да вообще что за... Да... Вот это вот хуйня какая-то, если честно. Я, бля, не понимаю. Так, я обратно шел обратно. Хоть я не пушил, я пошел обратно. Ладно. Короче, здесь буду стоять. Похуй вообще. Вот тут стою. Да ну нахуй, блядь! Сука. Бля, 57 урона нахуй, хотите? Охуенно играю, просто, блядь. 57 урона. Я только недавно перестал играть в Майнкрафт, как будто, нахуй. Только сел за шутеры. Это что за дерьмо? Охереть можно просто, блядь.
50, сука, 7. Ёпта. Я в ахуе просто, пиздец. Очень обидно. Пиздец, как обидно. Не описать словами, как обидно, я не знаю. Просто очень обидно. И стыдно. Это просто, блин, 57 урона. Чем я занимаюсь вообще? Что я тут делаю, блин? — 57. Я херею просто. Да ну, бля, вот я в него даже ни разу не попал. Ой, блин, я готов просто нахуй удалить эту игру, просто пизда. Я просто, блядь, я хуй знаю. Я в тильте. Я в тильте ебаном просто все. Я хуй знает. Вообще хуй знает. Бля. Не, ну ты глянь, что они делают. Хуярят и хуярят. Хуярят и хуярят. Чё за хуйня, блядь, просто. Пиздец, блядь. Ну ты глянь на это уёбка. Урон гранатами. Процент попадания в голову, блядь. Ты просто посмотри на эти проценты, блядь. Они только в голову и попадают, по сути. Один выстрел из двух всегда попадает в голову. Middle. Все, отойди куда-то. Бля, заебал. Еще один смачок. Наконец-то я кого-то убил. Сквозь дым еще в голову. Блять, вот смысл, блять, пушка.
Ты быстрее дефьюз, быстрее, он там вообще далеко. Ну, хотя он может успеть. Нету диффуза. Нету. О, господи, заклатчил. Охуеть просто. На 2 хп. We took the piss out of them. Watch out. These boys have got a bit of an arsenal indeed. LB, why you going A or all? Flashbang. Second mid to apartments 2, maybe. Спасибо, Вавпуф. Стараюсь, ёшки. Бля, какой-то он дерганый, в смысле картинка, хз. Кита нет, блять. Никакого кита нет, вообще 0, бля. Хуй знает. Блин, АВП надо было брать. Да беги! Да я возьму. Успеешь? Хорош. Окей. Киты покупайте, киты. Лучше гранаты покупайте, чтобы, блядь, на точку не зашли. Хаешки вот. I don't know. One banana. Throwing fire. Да, блядь, иди нахуй, блядь, просто, блядь. Как, ну, просто, бля, я же выстрелил в него, я же прошивал вроде, блядь, как же поебать, нахуй. Охуеть, блядь, просто пиздец, блядь, просто пиздец. Throwing flashbang.
Хуя. Пиздец. Все, don't push, бля. А я... Да ёбаный в рот! One behind, I think. Yeah. Окей. Заебал. Охуеть, я на втором месте теперь. Пиздец какой-то. Работайте, братья. Бать ты заплантил. Они оба. Бля, заплатите, пожалуйста, типа, я прошу. Дополнительные $300, это неплохо было бы. Уже
Не. Давай мы будем платить, и нам по 300 баксов скидывать на счет. К сожалению, я не догадался. Заебал. Хорош. Да бля, вы, сука, ну серьезно. А ну нахуй, что за хуйня, блин? Один мид пласт. Идет на банан. Прям точно. Мог развернуться. Да, он на банане, беги сюда. Банан. Что ему нахуй? Хорошечно. Один БС. Мог ближе подойти. На этот подошел. Справа смотри, он кноет. Я смог сидеть. Он сайт. Да заебал, блядь! Сзади. Пизда. Просто я хуй знает. Вот реально. Бля. Челопы взял. Да, блядь, да ну нахуй, блядь, просто, сука, заебало лагать, нахуй, пиздец, просто, блядь. Он просто портуется, блядь, ёбаный в рот. Сука, бля, в рот его ебать, просто. Сзади. В КТ уйди, в КТ в смог уйди. Так ты понимаешь. Тип гробы топнул еще давно. Ты бы мог спокойно КТ уйти, его спину забрать или на вообще убежать. Я пораньше не подумал.
Делай. На, плент. Убивай спину, КТ бежит, идет КТ, убивай спину. Да. Есть. Вот они правильно за КТ играют, вообще не... Банан бывает, я все уехал. Бля, чё за хуй? Может, на А пойдете? Все оранжевым. Один чуть подальше. Зеленый в пати или его соло закинул? По-моему, соло. Секунда, толс. Да, мне день рождения было вчера. А, 5000. Ладно, нормально. На сегодня все с этой игрой. Я вот думаю. Спасибо. Спасибо. Я вот думаю, что бы такого поиграть-то завтра. С неделей рождения. Бля, реально, может, Tomb Raider поиграть. Давно уже хотел вот этого вот Dark Angel. Angel of Darkness поиграть. Она вообще такая странная была. Самая странная. Tomb Raider, который я вообще помню. Продолжение Алексея Егорова. Так. Сейчас я себе. Смотри, вебку подрубил. Другую материнскую плату. Так, секунду. Если я надеюсь, что это не очередной какой-нибудь канал с маленьким количеством подписчиков, и это не очередная реклама. Ну вот сейчас я копирую еще раз. Так, честно, это вот этот, что ли, канал? Это? Или я не понял, про какой канал идет речь?
Секунду, секунду. Ой, все убежали, убежали. А можно пиар, пожалуйста? Нет, нет, извини, дружище. Прости. Но бесплатным пиаром я не занимаюсь. Ебать, бизнесменом стал. Земляк, привет. Охуеть. Тоже- Мне нравится очень песня, я просто реально, я в нее влюблю. И меня. Плохая девочка. Блять, что за хуйня? А, погоди, я понял, что случилось. Его, походу, забанили, почему стрим такой короткий? Он не думал, походу, заканчивать. Да, очевидно, его забанили. Да. Ой, дурак. Прикиньте, только стрим... Ну, точнее, только вебку купил. Блин, Блин, чувак, какой же он. А, не, смотри-ка, вот за 5 завел. Мне могли бесплатно, в общем говоря, предоставить и билет, и поездку, и все в таком духе. И, ну, я бы там... Я подумал, его забанил. Бабушки... Хотя, скорее всего, забанило, но дали предупреждение, наверное. Поэтому я сказал нет. И там предложили мне отдать место больному раком мальчику. И я согласился. В общем, как-то так. Ладно, давайте послушаем, что это. Так, сейчас, погодите. Я думаю, ориентир 64 кило... Нет, намного больше. Наверное, кило 80-90. Давайте-ка ему напишем. Intel брать не надо, у них все дорогое, у работяг AMD. У работяг ноутбуки с Илюха это Intel, видюхой ноутбук с видеокарты Intel HD Graphics. Бурят, здорово, привет, Александр Стрела. Я с Восточного. Окей. Восточный, да, точно. Никита, послушай песню Лиза. Ладно, куплю себе Intel Atom тогда. Так, сейчас Памперс. Бурят, я все понимаю, но лучше бери музыку из чата, который не старый. Потому что писать название музыки бесполезно будет, который не старый, из чата, который не старый. Потому что писать название музыки бесполезно, так как люди не дождутся, пока до на них дойдешь. Не старый вот это, да? Но с одной стороны, просто так же несправедливо по отношению к людям, потому что кто-то, возможно, ну с одной стороны, хотя они, наверное, вышли со стрима. Не знаю, в общем. Ладно, давайте послушаем, что за песенка-то? Сука, блядь. Зачем? О, острый чипс кушай, человек. Схватило так, что я скрученный лежал на кровати весь вечер. Привет! И сегодня... у нас One Chip Challenge! Я для вас приготовил супер контент. И мы сегодня будем есть самый острый чипс в мире, как это говорится на упаковке. Этот чипс любезно предоставлен от подруги моей жены, привезенный из Америки. В России его уже не найти, потому что там какой-то был случай, что кто-то сдох из-за этого чипса. И то, что его в Америке там что-то начали запрещать или ограничивать. А в России его тем более уже нет. Ну, мне вот привезли. На ютубе полно видосов, где чуваки умирают от этого чипса. А есть один чувак, который ел 100 штук, там что-то такое. 100 штук вот этих чипсов ел. Охренеть просто. Хаден шоу! Я даже на него немножко похож, он стоял лысый такой. И буду сейчас есть острый. Я люблю острое, так что поэтому не составит мне труда это съесть. Но я не знаю, насколько он острый. Некоторые могут и от обычного перца там. Я ел обычный перец, там какой-то, не помню, какой-то в магазине просто купил острый, мы ели вот с семьей. Волан-де-Морт собирается кушать острый чипс. Потом я ел острые соусы на фестивале. Ой, жестко. Ой. Всякие там лапши, там ну, я не знаю, с этим, наверное, не сравнится. Потому что тут Каролина Риппер и Нага Пайпер тоже давно следит за этим. Я, короче, много видел подобного контента, где люди вот кушают
Не конкретно эту, наверное, но там тоже такая же чипсина была одна в упаковке. И это, ну, в общем, лютая хрень, это просто смерть. Люди там, ну, дико охеревают. Они же еще вот это вот, именно перец Каролина Риппер, она же искусственно выводится прям, ублюдки эти на своих вот этих вот перцовых фермах прям скрещивают самые острые перцы и там прочее, и потом вот у них выходит вот эта вот хрень. Они, по-моему, недавно еще вот более такой новый острый перец выводили. И Может, потом надо знаешь, будет что посмотреть они, позже. Типа, каждый год обновляются. Это версия 23-го года. Ну что, А, давайте, даже раз 23-го. открывай, Не, походу открывал это оно без тогда. вас. На видео ждал Остренькое столько довольно. времени. Наконец-то, я так долго мечтал об этом. Это пипец просто. Открываем наш супер гробик. Вот он у нас чипс, сам чипс. Охренеть, я это только в видео смотрел, а тут у меня в руках, охренеть просто. Буклетик, то, что ты скоро сдохнешь. One minute harmless, 10 минус слитхерер, 30 минут ванамас, 1 час ванамас 30 минут. Выйдешь 30 минут, то ты ванамас. I slayed. Я убитый этим челленджем, получается. Ну что, ребята, открываем наконец-таки. Я приготовил мороженку и молоко. Блин, пахнет химозой какой-то, честно. Ой, жестко пахнет. Что-то стрёмно как-то. О, да, жесть. Пиздец, Ой. он здоровый, бля. Ну все, ребята, всем пока и погнали. Блин, и как его? Может его сломать? Сломай. Сейчас сломаем. Главное потом в глаза не лезть. Все, 3, 2, 1. Вызываем скорую. Бля. Блин. Руки протереть надо срочно. Засекаем время. Блин, жестко. Сейчас, погоди. Накатывает жестко. Слюни просто попадают. Они очень острые. Больше неприятно то, что на горле. Ага, представляю. Он, наверное, типа как-то не подготовился в том плане, что воды там не выпил перед этим и там прочее. Сухое Больше горло, наверное, было. нет, Горло которое, чтобы сухое. вот это, на горле тошнота вот эта. Раздражает горло. О. Я бы уже заел что-нибудь. Да, этот, молочко. Молочко, которое супер жирное. Да, вот это. И там это, да. Пломбир. Нормально. Ну что? Ну все, хватит, я думаю. Ну как будто бы реально долго Больше просидел. внутри бесит, чем во рту. Хочется просто заесть, она просто как будто стоит там внутри. Кошмар какой. Ну во рту нормально, а вот это, в горле бесит.
Видимо, она остается где-то на языке и это. Ну, видимо, реально полегчало уже. Когда проглатываешь, она слюна супер лютая. Да нахер это терпеть, бля, я не хочу. Да, эти челленджи прям рассчитаны на дурачков на самом деле. Такая себе тема. Но чисто вот именно как опыт ощутить вот это вот все. Ну, типа, да, я попробовал бы, наверное. Эту Ну это пожестче, чем, конечно, тот соус, который я ел. безумную остроту. Уже это прям обволакивает все. А то прям, то просто язык. Насколько это плохо, интересно. Это жестко, это жестко. Блин, как тут чел 100 штук жрал. Это жесть просто. 100 штук. Было какое-то видео, где чел 100 штук кушал. В чем, на толчке интересно снимать? Как будет потом на толчке. Дурак. Что у меня горит жопа. Сейчас заложит с носа, вообще снимет рукой, как снимет. Не, прям супер жесткого такого, ну прям, то что пить, этого нету. Просто, а вот эти, короче, штуки, они супер воздействуют. Если во рту еще нормально, терпимо может быть, то то, что ты проглатываешь, оно пищевод, короче, раздражает. И раздражает все вот эти рефлексы рвотные, мерзко довольно в самом горле и по пищеводу. Прям такое мерзотное, как будто сейчас блеванешь. Ну, сам вкус мерзотный еще. Сам вкус какой-то, блин, знаешь, такой химозы, блин, острые соусы, которые делают из концентратов вот этих, они довольно мерзкие из-за того, что будто там либо железки, как будто, или что-то такое хотелось проглотить, как будто что застряло. Если бы он был вкусный, как, например, перец какой-нибудь, то перец, он такой иногда сладковатый, ну, трясет, конечно, трескотня такая жесткая. Не, ну Женя уже, конечно, намного меньше, потому что я уже поел, попил, но Женя есть. Не, ну как чуваки терпят, это, конечно, жесть. Довольно мерзко. Не хочется это терпеть, не хочется. Ну где-то минуты 2-3 я потерпел. Как челлендж клево, но на вкус мерзот. Ну типа тут прикол в том, что ты терпишь. Терпила. Что там за специя такая вообще дурацкая? Ну, в принципе, все так перцы, эти соусы пахнут. Одного запаха уже подташнивает. Если бы это было только во рту, я бы, конечно, еще потерпел. Потому что во рту еще я привык терпеть, Женя. А вот то, что внутри там именно, то это, конечно, довольно мерзко. Потом, когда проглатываешь, вот эта вся хрень, которая там была, она вот на глотке, остается на глотке. И в носоглотке. Что-то забивается туда. Ой, да, опять я вот так сделал, и у меня оттуда острая слюна остается, ты ее проглатываешь, и она раздражает все горло. Да, представляю. Носоглотка, которая у меня была забита, она прочистилась. Там до сих пор острые, блин, слюни, сопли остались. Я советую это тем, кто любит вот эти острые челленджи всякие, супер острые. И тот, кто от малейшего там кусочка перца подыхает, тот, конечно, не будет и пробовать вообще. А тот, кто любит, пусть попробует. Ну, конечно, одному это скучно, было бы вдвоем, было бы посмешнее, конечно, если бы я с кем-то это сделал. Но чипс-то только один у меня был. Что, всем пока? Всем пока! Я уже восстановился. Но желудок не жжет. Это я на следующий день после приема этой чипсины. Мало того, что у меня горит жопа, так еще и после 30 минут, после того, как я съел эту чипсину, у меня схватило живот. Схватило так, что я скрученный лежал на кровати весь вечер. Но когда я съел эту чипсину, все было нормально. Живот не болел. Но заболело через минут 40, наверное. Это пипец просто. Скрутило так, что пипец. Я валялся. А сейчас я уже 3 раза сходил и горит жопа. И походу это еще не все. Ой-ой-ой-ой-ой. Да.
Блин, во что бы так поиграть? А, мне же заказывали игру. Может, Long Dark поиграем, кстати, да. Long Dark тема. Привет, Дейдра. Спасибо, Дейдра. Спасибо большое. Можете, кстати, попробовать заказать игру за баллы канала, либо за донат, как хотите, либо же просто предложите. Но мне, в принципе, заказ был. Я вот сейчас смотрю конкретно, что там было. Так, давайте-ка я сейчас сначала что-нибудь включу. Что-нибудь. Видосики смотрим, ага, всякие разные. Блять. Есть видосики, то можно Зулина Сибирь 3 глянуть. Сибирь 3. Не, давайте не третий Сибирь. Первую можно. Говорить сегодня про первую Сибирь? Потому что там реально надо знать, что происходило в первой и второй Сибири. Быть, знаете, к чему это идет. Действительно, может быть, вы помните, какое-то время назад у меня на канале был небольшой такой экскурс в будущее. В антиутопичное будущее, где победила какая-то хуйня. Но мы не можем вот сразу прыгнуть вот в это, да, потому что нужен контекст, да, нужно плавно в это немного медленнее входить, да, потому что не все играли в эти игры, а если играли, не все их помнят хорошо. И для того, чтобы в полной мере оценить то торжество развала... Там пролог на полчаса, но можно и так. Та другая игра. Мы сначала пройдемся по предыдущим играм серии. И сегодня вот как раз Сибирь 1. Знаете, за что я люблю квесты? Большой видос про Сибирь 3 сейчас в производстве. Большой жанр, который не просто может позволить себе сфокусироваться на повествовании истории и сюжете, а от которого это главное ожидание. Шутеры, ну да, клево, если там сюжет есть, но вообще-то его по-хорошему можно хоть в текстовый файл с игрой заныкать, лишь бы стрелять было весело и интересно. Это можно сказать про большую часть игровых жанров. Ролевые игры — очевидное исключение, да, хотя я бы поспорил, что и у РПГ, и квестов часто разные задачи. РПГ, как следует из названия, часто фокусируется на игроке. Именно ты, как игрок, выбираешь выборы, да, решаешь решения, группируешь группу союзников. Многие великие РПГ следуют этому принципу. Игра дает тебе контекст и мир, но действие, как ты придешь к цели, решать тебе. По крайней мере, большая часть этих игр стремится создать у игрока именно такое ощущение. Ну, по крайней мере, до того, как современная индустрия и здесь все испортила. Квесты, вот, адвенчуры, да, выполняют немного другую, мне кажется, задачу. Квесты не очень волнуются за игрока, они значительно больше стараются рассказать этому самому игроку очень последовательную, линейную историю. И от игрока зачастую требуется только находить способы двигать сюжет вперед. И это две абсолютно прекрасных системы и два очень интересных способа рассказывать истории. РПГ — это как катить бочку по пустыне, да? Ты с самого начала примерно представляешь, куда эту бочку надо прикатить. Но между тобой и концом путешествия большое открытое пространство возможностей, и только от тебя зависит твой финальный экспириенс. Квест — это больше как управлять поездом. Ты на рельсах, так что никаких особых поворотов не туда тебе не грозит. Но поезд постоянно останавливается сам по себе, и тебе приходится снова и снова искать способы заставить его ехать дальше. И если вы сейчас думаете, что это за дебильный поезд, который сам по себе останавливается и который еще каждый раз непонятно как заводить, и кто вообще нахрен будет строить такой поезд, теперь вы задаете правильные вопросы. Всем привет, с вами Зулин, и сегодня мы говорим про Сибирь 1.
А у него в основном... Не, хотя вроде бы не в основном. А у него хвалебных отзывов типа мало же, да, по-моему? В основном они все типа негативные, да? Сибирь — это игра, которая многими считается культовой, и по праву, на мой взгляд. Для своего времени Сибирь была абсолютно беспрецедентно красивой. Локации, бэкграунды, атмосфера, типа, да. ничего подобного жанр просто к этому моменту не видел, а если и видел, то не в таком количестве. Но визуальная Совмещает. красота — это не единственное, что выделяло Сибирь. Это был один из тех немногих на тот момент случаев, когда игра пыталась действительно рассказать историю. Нормальную, в меру серьезную человеческую историю, да, ни комедию, ни детектив, ни вот эти все комфортные для игр того времени жанры, а что-то совсем другое. Историю о людях, о последствиях войны, о сумасшедших, о гениях, о забытых и очарованных, об уставших и ждавших, о людях, которые совсем как мы, и о тех, кто на нас не похож совершенно. У этой игры большое сердце. В ней живет что-то особенное. Блин, в то что-то, время что вот может на такое создать взглянуть, только это, конечно, искренний вообще человеческий жестко. интерес Ну, и типа на любовь такой автора графон. к своему созданию. Для Очень этого мощно. конкретного видео нам не то чтобы очень важна фигура Бенуа Сакаля, но я нахожу очень интересным, вот знаете, это ощущение авторства. Ощущение, что это действительно произведение артиста, художника, автора. Точно так же, как книга — это творение автора и никого другого. Также эта игра — это творение Сакаля. Конечно, были программисты, которые заставляли его вспомнил. держать свои фантазии в пределах технических Помимо возможностей движка. Сибири была еще Long Journey. По-моему, так она называлась. Long Journey. Вот. Тоже она была там типа из 3 частей или типа того. Дополнительные художники, которые где-то что-то... Нет цели срать все подряд, как у некоторых каналов. Он просто рассказывает про игру, да? Типа его негативные, положительные стороны, и потом как-то это... Понятно. Кто, может, от себя добавляли. Но Сибирь — это прежде всего работа Сакаля. Это его авторская вещь, и для меня это интересно главным образом на фоне того, как сильно современная индустрия противостоит идее авторского искусства. На играх завязывается все больше и больше денег, работает все больше и больше людей, и игровой ландшафт бетонной стеной разделился на AAA и инди, где одни играют максимально безопасно, где игры делают на собраниях и советах, и где все решения от пола главного героя до звукоряда делается исходя из ответа на один единственный вопрос: принесет ли это нам прибыль. И где другие не имеют даже близко ресурсов или компетентности, или того и другого на что-то действительно интересное. В этой среде для по-настоящему авторских игр почти не осталось места, поэтому Сибирь для меня всегда будет иметь особое значение. И не обманитесь, значительная часть этого ролика — это критика первой Сибири. Моментами довольно злая критика. Сибирь несовершенная игра, да, у нее есть свои какие-то свои слабости. Но я все еще люблю ее очень сильно, несмотря на эти слабости и несовершенства. И я надеюсь, что под конец вы как-то разделите со мной это чувство и поймете мою перспективу на это. Так что поехали. Первое, что мы видим в этой игре, это простое, но красивое меню с механическими кнопками и что-то знакомое. Где я мог видеть этого? Не надо, блядь. Не надо этого. Это не политкорректно. Не надо, блядь. Че за хуйня? Мой дом Россия, блядь. Как и любая интеллектуальная европейская сказка, Сибирь начинается с похорон, где нам показывают, как роботы везут груз 200. Что мы узнаем из этой кат-сцены? Что в этом мире существуют роботы, но вот механических лошадей все еще делать не научились? И это мне кажется, или интро Мора Утопии, ну как-то очень похоже на интро Первой Сибири. Посмотрите. Блин, Мор Утопия.
В маленьком альпийском городе Владилене находится небольшая, но знаменитая фабрика по производству игрушек Джонни Волкер. Династия Форальбергов очень известна и из поколения в поколение славилась своим мастерством делать игрушки. А потом, ну вы знаете, как это обычно бывает, индустриальная революция, мировая война, послевоенный период, в общем, подиссохла немного экономика, а вместе с ней и дело Форальбергов потеряло предыдущий размах. Изо всех сил Анна Форальберг, последний носитель этой фамилии, пытается вытаскивать фабрику. Но в итоге все же решила ее продать, наследников у нее нет и продолжать все равно будет некому. Купить наследие Форальбергов хочет какая-то большая международная компания игрушки по всему свету. Сделка была обговорена, и все стороны сошлись на условиях, и в Владилену была отправлена юрист-посредник Кейт Волкер, чтобы доставить Анне бумаги, заверить ее подпись и закрыть сделку. Одна маленькая только неувязка в этом во всем произошла. Ровно в день прибытия Кейт Анна умирает, не успев ничего подписать. Выясняется, что Анна умерла от чумы. Город перекрывают, и 3 своеобразных врача бегают по городу, собирают бутылки и убивают гопников по ночам. Для того, чтобы... это не та игра. Нет, Кейт выясняет, что у Анны был брат, которого до этого все считали мертвым. А он оказывается жив, так что право наследования как бы автоматически переходит на него. И адвокатская фирма, в которой Кейт работает, поручает ей найти этого брата и заставить его подписать договор. Listen to me, Kate. Universal Toys is one of our biggest clients, and I don't care how weird that town is. All that matters is that you do not set foot back in New York before you kind of stuff the Не, погоди. Get the picture. И это более-менее полное изложение премиса игры. Это все, что вам надо знать для изначального контекста. У меня довольно двоякое ощущение по поводу самых начальных моментов игры. Потому что, с одной стороны, в первые минут 5 вообще не произносится ни одного устного слова, и эстетически вот эта начальная катсцена очень отлично передает настроение и задает тон, ну, вообще всей игре, и это прекрасно. Но, с другой стороны, остальные 4 минуты этой тишины уходят на чтение первой записки в игре, которая довольно длинная и важная для контекста. Я не против записок в играх как таковых, особенно если содержание этих записок имеет важность и само существование записки оправдано контекстом. Что, скажу сразу, определенно случай Сибири. Но, на мой взгляд, тут просто проблема пейсинга. Встречай очередные 20 бомбезных игр. Эта записка буквально первая, что с тобой бы... не для топовых ПК, а для плотных средних машинок. Так что, если твой ПК уже не свежий, но еще готов бороться, то я гарантирую, что ты найдешь игру по душе. Тебя со временем начинает бесить звук синих свечей? Чё это? Я, может быть, не обращал внимания, но вот ты мне сейчас, типа, пояснишь, и я, возможно, тоже начну. С играми для слабых ПК, в которых очень много интересного, и, возможно, ты найдешь что-то для себя. Если что, вот, в подсказке этот видос. Возможно, ты и там найдешь что-то интересное. А также не забудь участвовать в розыгрыше, ведь мы даем тебе возможность залутать очередные 500 рублей. Все, как всегда, очень просто. Первое, подпишись на канал. Второе, обязательно поставь лайк этому видео. Да бля, Скажу господи. честно, даже с Википедией ничего не понятно. А еще и дополнение нужно пройти, чтобы чуть больше понять. Да ладно. В общем, прикольная игра с отличной графикой для... А. Синие свечи? Не знаю. Ну, блин. Просто механика. Своих лет. Правда, разрабы не сделали русскую озвучку до того, как это стало мейнстримом. Поэтому, если у тебя все плохо с английским языком в школе, то эта игра тебя немного подтянет. Ставим 10 русификаторов из 10 и пиратим дальше. Осуждаем. Ну что, далее у нас любимая игра Кремли ботов. Titanfall 2. Лично мне страшно. Кремли ботов, почему? Андроиды. Страшно, очень страшно. Я иногда побаиваюсь даже своего робота-пылесоса. Потому что у меня даже не про твои отношения с другом. Doom. Дальше. Ну, короче, он максимально старается Прочее, шутить и вся конкретно херня. завести. Far Cry Ну и далее Primal. игра, где тебе расскажут о том, что они френды из... Погоди, это DayZ? 3 прекрасен всем. Ведьмак. 10 и мы все редакции осуждаем, потому что мы уже обоссались. Ставим гонка, шутер, сюжет и вообще лучшая игра в мире. Grand Theft Auto 5. Да, средний пойдет в... Если ты из таких, то можешь считать, что в 2013 году вышло в свет
Только, правда, греться придется не в падике, а в домиках. Блин, ну вот Long Dark поиграть самое то, думаю, будет. Но также я еще думал поиграть, знаете, во что? Сейчас покажу. Дайте-ка, может, какой-то обзор или типа того. Ну вот, супер короткий обзор. Всем доброго времени суток! Серия Lost Planet относится к жанру шутер, к которому я в чистом виде отношусь весьма спокойно. Однако с данной тройкой ознакомился, хотя третья часть обзавелась еще Так, РПГ, ну-ка. до нее мы еще дойдем. 2 но, года назад признаться, выходил прошел этот обзор. лишь 2 игры, вторая как-то не зашла. Хотя в любом случае я считаю, что обзоры по данной серии на моем канале имеют место быть. Итак, о первой части я узнал еще до ее выхода, благодаря рекламе от лучших компьютерных игр и игромании, в которой нам говорили, мол, скоро выйдет крутая игра, где огромные мехи, еще более огромные монстры, и помимо их нас еще будет пытаться убить сама планета своим неблагоприятным климатом. Ну а мы будем с этим бороться. В общем, купили, и как только игрушка вышла, я ее сразу же и приобрел. Действие разворачивается в будущем на планете EDN-3, планете с недружелюбным климатом, которую люди решили колонизировать в качестве эксперимента. И поначалу все шло в принципе неплохо, колонии росли, люди прибывали, но довольно скоро объявились и коренные жители планеты, акриды. Разношерстные монстры, большие особи которых были хорошо защищены, и оружие людей не показывало эффективности, и началась спешная эвакуация. Но тут выясняется, что акриды в своем чреве носят мощный источник энергии, благодаря которому не мерзнут. Ну а люди научились использовать его в своих целях. Так, спустя некоторое время были созданы мехи, способные противостоять акридам, и вот уже люди сами начали охоту на этих созданий. Главный герой, парень Уэйн, вместе со своим отцом и другими людьми охотился за энергией, но попал под раздачу громадного монстра, в результате чего вся команда, кроме героя, полегла. Но и он еле ушел живым, и так и лежал бы в ледяной пустыне, если бы его не подобрала команда вольных охотников. Наш паренек по классике жанра забывает все, кроме последних событий, и как управлять мехами, и учится жить заново в компании новых знакомых. Учение, точнее старт игрушки, как раз нам и расскажет о событиях, приведших нашего героя к новым, попутно обучив основам. И несмотря на то, что игра портирована, управление в ней весьма удобное, и все клавиши под рукой, вплоть до последней миссии, в которой мы получаем летающий мех. Там нужно приноровиться. Графика и спецэффекты на момент выхода также были выше всяких похвал, ну а громадные монстры просто завораживали. Плюс довольно неплохая сюжетная завязка сопутствовала тому, что вполне от игры себе было сложно оторваться. И хотя играбельная самые мощные тема. образцы, ну как любителю РПГ в игре не хватало прокачки, дополнительных. Но игра была очень такой, я помню, как бы это сказать, ну это чисто японщина, Lost Planet. Вот эти вот мехи там прочее. Я помню, не стал в нее прям играть до конца, не прошел ее на 100%. Только лишь потому, что она мне не работала на ПК. Тормозила просто безумно. Жестко тормозила. Цик-цик, с вами Цикл, и вот уже наступил 2021 год. Надеюсь, вы его хорошо встретили, и у вас весь год пройдет так же хорошо.
Я же в свою очередь продолжаю вас радовать контентом, и так как это первое видео в этом году, мне захотелось сделать его особенным и реализовать. Стоит вашего внимания. Этот топ еще можно назвать моими любимыми. Возможно, вы могли подпортить себе впечатление о этой игре, так как она, если честно, получилась слабенькой в плане сюжета. А вот первая часть меня зацепила на несколько часов. И когда Это я её Rage. проходил, у меня не возникало мысли, когда уже эта игра закончится. Я играл на... Ну, он, кстати, да, неплохой был. Но его почему-то народ жестко засрал. Или просто игражуры, скорее всего, засрали, а народ был норм, вполне себе. наслаждался сюжетом и Но мне было норм, критическим хорошая игра. миром. Хотя минусы все же есть, так как открытый мир здесь довольно-таки большой, и вам часто нужно будет ездить на машине от одной точки к другой, так как не везде есть точки быстрого перемещения. Но для кого-то это и плюс, так как вы случайно можете нарваться на какое-то случайное задание или на бандитов. Кстати, вы будете играть за одного из немногих счастливчиков, официальность личной жизни, контролируемым. И с этих самых пор в мире появилась новая профессия — бегунов. Людей, которые... Можно за один стрим вообще легчайше пройти. Очень быстро. Red Dead Первую Redemption. я прошел до половины и забросил, потому что она мне показалась очень скучной. Но многие любят вторую часть. Для меня же огромным минусом является то, что в этой игре нету русской озвучки. И по этой части, хотя развязка игры приводит игроков в сокровища ацтеков, которые они искали сразу же вслед за первым. В Bound in Blood вы будете играть за двух братьев, Томаса Маккола и Рэя, священника из первой части. Действие игры происходили эти две игры. Моя же любимая часть — это вторая, а точнее Bound in Blood. Там сюжет меня прям поразил. И в первые минуты Скович находит загадочный артефакт, который использует энергию темного солнца, и с помощью него герою предстоит помешать третьему рейду войну. То, с чего Call of Duty начал, как звали главных персонажей в частях про Вторую мировую, свои же. Я начал интересоваться... О, вот этот локация, этот уровень. Сталинград, жесткое место. Этим фактом и полностью ей смог насладиться. Все три части Смог. стоят, но не все в нее играли. Так как, не всем нравятся New игры Vegas. с первые две части я не стал пиратку, а сижу и офигеваю в озвучке. Но это только влияет почти самый кайф. Часть, то обязательно это сделал, поэтому я ее закинул. GTA San Andreas. Думаю, что рассказываю портативного устройства, которое способно перетягивать или перемещать предметы. А также еще, думаю, вы видели вот Блин, эту в пушку, Portal которая поиграть, стоит что ли, портала. реально? Так вот, это из этой игры. С помощью нее вы будете проходить ремейк под названием Black Mesa тоже. Но я прошел вторую часть и два дополнения к ней. Ультрамощный, слабый. Из серии в нашем топе я поставил игры, сделанные по книге Дмитрия Глуховского. Метро 2000... Метро. Метро Луч Надежды и Метро Исход. Все три игры рассказывают историю молодого парня по имени Артем, который мечтает вырваться из метро, попутно справляясь со всеми сложностями. Я знаю, что многие поставили бы эту серию игр на первое место, но лично для меня она стоит на том месте, на котором и должна. Я прошел все три части с великим удовольствием по 2 раза, но только когда я проходил ее первый раз, она мне нравилась на все 100%. И я без оговорок. Комп не меняется, но мы для тебя подготовили крутую подборочку, поэтому тебе найдется во что поиграть. И не придется проситься к другу в гости, потому что у него видюха хотя бы 1050. А также не забудь участвовать в розыгрыше, ведь мы даем тебе возможность залутать очередные 500 рублей. Мы серьезные игрушки. Логин, сумму, контакт. Не, много стволов и даже транспорт, на котором можно... А, как она называлась-то? Что-то типа Renegades или... Как она? Что-то на R, короче. Уйдет с 200. Кое-что новенькое, ты любишь новенькое? Да, есть немного. Тут и там тебе нужно по минимуму получить. И это RPG-экшончик в открытых комментах. Worlds. Помимо купить. Это очень просто. Steambalance.ru. А ведь Блять. названием Mercenaries 2. А, World Mercenaries, Play. господи. Здесь в нем. А вообще игра красивая и проработанная. Да и вообще раньше умели делать круто. Просто на фоне культовых игр такие проекты, как этот, не особо были. Погоди, что это? И это RPG-экшончик в А. открытом мире. Да, в открытом, настолько открытом, как столовка во время перемен. Только очередей слишком много. Но здесь вместо очереди у нас фэнтезийный мир и зло в нем. А вообще игра красивая и проработанная. Да и вообще раньше умели делать круто. Просто на фоне культовых игр такие проекты, как Чё за этот, не фурия? особо были заметны. И кажется, что какое-то говно.
но на самом деле вполне достойно. Ставим 10 попыток залипнуть в эту игру под фоновый фильм «Звездные войны» и из 10, и получаем кайф дальше. Так, а ну-ка давайте вместе. Чел, как ты уже понял, у нас на очереди The Amazing Spider-Man. И это геройский приключенческий боевик в открытом мире, где Питеру Паркеру вновь предстоит разрываться между личностью Человека-паука и заурядного американского подростка. Помимо самого Паука-человека, тут еще не особо получилось. Тем не менее, игрушка достойная, и это не самый плохой клон. Встречаем Will Man. Отмечу реалистичные кинематографические Лысого из Бразерс или Лысого из Хитмана. Не поставил. Не удалось. Короче, средненький сюжет, посредственная стрельба, но очень захватывающие погони и безбашенные трюки делают игру Will Man хорошим развлечением для всей семьи. Стоп. Какой нахуй семьи? Это не мафия. Ну, вернее, это игра про мафию, действие которого разворачивается. Идем к другу по... В общем, тут надо найти что нашли. Если недавно для богатеньких вышла Baldur's Gate и выход из лабиринта. Даже зимы и снега не боимся. Ставим 10 за Mere Fear из 10 и двигаем дальше. Следом у нас и... Не точно. Поэтому я в полном. 3. Игра, где реально можно испугаться. Блин, в третий дом. Опять шутер или экшен? Ну, серьезно, неужели других игр нет? Гирсы? Вот Homeboy, согласись, не хватает стратегии. Этого что? Detritus Debris. Во, еле выиграл. Как он назывался-то? Scrapland, по-моему. А название игры попроще. Scrapland. Короче, тут много всякого. Попрошу у тебя лайк. Название ее I, Divine Cybermancy. Здесь ты берешь на себя роль члена подразделения I, скрытной элитной армии, наделенной пси-способностями и киберимплантами. Подразделение основано воинами-монахами тайного ордена Секрета Секреторум. Чего? Спасибо за новый ПК. Так что ставь лайк, подписывайся и пиши лучший комментарий. И уже в следующее воскресенье я назову твое имя. Ну а я буду с вами прощаться. Ссылки на все нужные соцсети в описании. Сеньоры и сеньориты, прошу прощения и за то, что 5-й раз перезаписываю вступление. Базар тут у нас нативную реальность. Видеоигры, крафтить по мелочи, ну и разумеется драться, чтобы эти сыщики из бременских музыкантов нас не посадили на бутылку. Знаешь, я вот почему-то видеоигры, реализм. Ну и так как это сущая правда, то я с уверенностью могу порекомендовать тебе компьютерную видеоигру с открытым миром. Олимпийскому можно для оружия не только придется теленов. Ищи ссылку. Вот, это Си. Водный приключенческий платформер, по-разному, поучно чем. Короче, графон в игре приятный, но самое главное тут история. Сюжет, который рассказывается в игре. Так что если вы не любитель почитать, послушать, поисследовать что-либо, то игра не для вас. Ну, почитать в плане субтитров. Не было пожаров. Минут по 5. Запертый в тюрьме. Наша, что в приятные местами заставляет подумать. Слайм Рейнчер. Не могу не вставить. Это, соответственно, 40 и противозаконном жителя Джим назад. Ребенка, которая в концов игра обнаруживает, что на станцию завалить. Ну, а игры закончились. Пиши обязательно, какая игра подошла тебе. Также, если ты считаешь, что... Ладно. Короче, пойду я спать. Завтра что-нибудь подготовлю. На завтра имеется в виду. Поиграть. Что-нибудь придумаем. Что-нибудь придумаем. Ну так, всем пока. Спокойной ночи.